абсолютно сумасшедший бум. Это будет мир больших потрясений. Собрались во дворе, где-то там у Альтмана дома, ставим ставочки, когда будет AGI. Большинство честно. Бегите майнить. Этот рынок про то, что 98% Умирает. Год назад у них было $1 миллиард дохода. Сейчас у них 15 миллиардов долларов. График NVIDIA я видел. О, китайцы. И заглохло. Ну и заглох. А почему Казахстан? Мы скатываемся совсем не к тому миру, в котором мы бы хотели жить. Вот недавно в Албании объявили, что у них будет AI-министр. Суперинтеллект будет доступен каждому человеку. Базара ноль. Звучит классно. Будущее уже здесь, но оно неравномерно распределено. По роботу на каждого человека. Это твой робот, он идет за тебя работать на завод. Звучит провокационно, но интересно. Ты сегодня ведешь переписку, и ты надеешься, что ее никто не прочитает. А я прочитаю. Смешно, ваши имена в переписке Илона в документах в суде. Не смешно. Эти сети строятся в действительности энтузиастами. Все, это уже золото, все уже пилилось и делилось. Огромное расслоение общества, растущая безработица и так далее. Он прямо сейчас меняет жизнь всех нас. Друзья, всем привет! Несколько фактов про моих сегодняшних гостей. Более 15 лет создают компании. Одну из своих компаний продали Snapchat за $60 миллионов. В следующую компанию после продажи, Product Science, они привлекли $18 миллионов. Также они уже несколько лет строят фонд, который инвестирует не просто в компании, а инвестирует в людей и получает, соответственно, доходы от всех продуктов компании, которые эти люди создали. В общем-то, это только часть того, чем они занимаются. Плюс 1,5 года назад мы уже записывали подкаст, и он набрал уже почти 1,5 миллиона просмотров. Собственно, Давид и Даниил Либерманы, встречайте. Здравствуйте, господа. Привет. Что занимательно, мы с вами в прошлый раз записывали выпуск и говорили о том, как вообще поменяется наш мир, как поменяется экономика, если искусственный интеллект плотно, собственно, придет в нашу жизнь. Проходит буквально месяц, наверное, и начинается просто абсолютно сумасшедший бум, который мы наблюдаем по сей день. И мнения разнятся. Одни люди говорят, что наш мир не будет никогда прежним, собственно, все будет автоматизировано, технологично и так далее. И есть огромное количество скептиков, которые говорят, что все это рухнет, как примерно доткомы в 99 году, и по факту останется лишь малая часть того, что мы сегодня видим. И все это надувается ради того, чтобы венчурные инвесторы и банки в текущем моменте времени просто зарабатывали деньги. Вы находитесь в самом эпицентре, если можно так сказать, событий. Во-первых, долина, в которой все это происходит. Во-вторых, вы сами активно участвуете в разработке продуктов, и, собственно, у вас огромный круг общения. Давайте попробуем разобраться, что, на ваш взгляд, в действительности мы имеем сейчас. Насколько здесь есть правда про смену парадигмы и новое будущее, и насколько здесь есть что-то от того, что все это обесценится и останется лишь малая часть. С одной стороны, если ты посмотришь на график бабла 2000 года, то ты увидишь, что он уже не выглядит как бабл, потому что текущий рынок, он на порядке превосходит то, что было тогда и считалось чрезмерно надутым. Чуточку более... Amazon тогда стоил сильно дешевле, чем он стоит сейчас. Правда, он потом упал на 98%. Да, вы смотрите, чуточку более, может быть, картинку можем прямо, которая нам всем было бы понятней, посмотреть на биткоин. В момент, когда возникает вот этот ажиотаж, то в этот момент деньги могут привлечь и проекты, которые из себя ничего не представляют. Потому что очень сложно отличить, да. Они все еще очень маленькие, они все выглядят как те, которые могут стать вот этими гигантами, но отличить очень сложно. И что произошло в 2000 году, что было несколько чистейших фродов. Там буквально сенаторы участвовали в этом процессе, WorldCom и Enron. Это были компании, которые притворились Амазоном и Гуглом, и были накрутили свои оценки, а потом все это обрушилось, когда просто их документация, внутренняя финансовая документация вдруг где-то всплыла. Это когда был в каком году? Это дотком 2000 года. Вот. Это даже прямо были кейсы прямого мошенничества, которые обрушили все вокруг. Но мы сейчас видим, что не все из этого было чистым баблом, потому что Amazon, Google, Facebook, Microsoft, все что угодно сейчас стоят эти триллионы и зарабатывают деньги. Тогда этот бум был на некоторых ожиданиях. Он был на ожидании, например, что большинство продуктов будет продаваться онлайн. Тогда очень маленький процент продуктов продавался онлайн, но вот на этом ожидании возникли эти гигантские оценки. Сейчас большинство продуктов продается онлайн. Это случилось... Что это разница, что прошло 25 лет. Да. Всегда занимает дольше времени. Вот в этом как раз и основная причина бабла, потому что вот этот ажиотаж, он в том, что завтра все произойдет. Да, как люди обычно переоценивают, сколько можем сделать за год, и недооценивают, что можем сделать за 10, да? Примерно так. И вот это, безусловно, будет тоже с AI, что вот было много заявлений, что AGI уже произойдет через год, там, и так далее. Не произошло AGI — через это год. вот это общий искусственный интеллект.
интеллект. Да, Да, но мы об этом еще чуть позже тогда поговорим. Это вот конечная цель большинства AI-компаний сейчас. Вот создать этот универсальный, превосходящий человека искусственный интеллект. Однако те, кто смотрит более пристально, никто не может уже сказать, что это ни на чем не основанное уже ожидание. сейчас, в смысле, AI bubble, не bubble, понятно, в каких местах он по-настоящему работает. И более того, люди платят, конечный пользователь платит уже эти самые $20 в месяц, потому что он точно понимает, как его жизнь это меняет. Ну вот смотрите, здесь сразу давайте такой буду вам накидывать вопросы, которые у меня у самого в голове бродят. Вот я смотрел, например, прогнозы того же OpenAI, и там, по-моему, до 2030 года они планируют убытков 112, по-моему, да, Мгм. миллиардов долларов. Соответственно, это колоссальные деньги. И это только верхушка айсберга. Если мы сейчас с вами посмотрим, ну, точнее, я посмотрю, вы все это и так видите, на инвестиции, которые происходят, как хантят людей за миллиарды долларов, это просто абсолютно невероятные цифры, что открывается новая компания, в нее сразу просто вливаются бесконечные деньги. И вот у меня сразу такой внутренний вопрос. Безусловно, среди сотен этих компаний, которые появились, будут вот эти бриллианты, которые в действительности через 10 лет станут прибыльными, будут зарабатывать триллионы, поменяют мир и так далее, как Amazon и прочие, там, Microsoft и прочие компании. Но есть ощущение, что 98% из того, что сейчас мы с вами видим, оно с ним произойдет то же самое, что вот, как ты рассказал примеры про дубли Amazon и прочего. Более того, у меня лично возникает вопрос, когда компанию, как OpenAI, например, накачивают такими бабками, а вообще кто-то допускает то, что это может, просто математика может не схлопнуться в один прекрасный момент, и все, просто, ну, компания не будет окупаться, будет нести огромный расход, еще, не знаю, там, проблемы с электроэнергией, с обслуживанием всего этого, и что будет тогда? Этот рынок, он в целом про то, что 98% Умирает. умирает и Всегда будет. умирала последние 30 лет. Это именно поэтому его очень сложно понять, когда вот с внешней стороны смотришь, потому что кажется, что все ошиблись, инвестировав в эти 98 компаний, которые из 100, которые умерли. Но если ты посмотришь очень долгой перспективы и попробуешь посчитать все вложенные в венчур за это время деньги, а потом посмотришь, а на самом деле сколько в итоге созданного value, возвращенного инвесторам, Мгм. то там сколько? 5 иксов То А, есть все вложенные деньги на все на все полученные полученные результаты, да? результаты. И в действительности это нормально, что 98% умирает. И главное, что даже если ты постараешься, ты не сможешь отличить, какая из них в действительности станет этим большим гигантом. Будет ли это OpenAI в итоге или нет, никто не знает. Может ли быть так, что OpenAI превратится в ноль? Может. Но этот тезис все равно строится на том, что в среднем все эти попытки, они оправдывают себя. Статистически Они просто, да? статистически создают такое большое value. То есть уже нельзя сегодня смотреть на компании, как Google или Microsoft или Amazon, как просто накрученные баблы. У них капитализация, соотношение капитализации к их реальной прибыли, вот этот Да, коэффициент, PNI, да. он меньше, чем у Walmart. Мгм. То Ну есть, да, хотя там это хотя интернет-компания, а это это ритейлер, интернет-компании, да, которые да. растут сильно быстрее. У них потому что это уже компании, которые непрерывно генерируют очень большое количество прибыли, Мгм. чистой прибыли. И они как раз оправдывают все те вложения, которые делаются в новые компании. И в этом плане, да, можно подумать о том, что OpenAI очень высоко оценена. Как так может быть? Но год назад у них было $1 000 000 Мгм. дохода. Сейчас у них 15 $1 000 000 дохода. Такой скорости ты не видишь ни у одной За историю крупной человечества компании. злом не было. Она не влезает из первых строчек а, м, магазинов приложений в "Андроиде" и в iOS? Apple. И она, в действительности, каждый ее выпуск нового продукта просто сотрясает все крупнейшие компании, они уже не знают, что с этим делать. Поэтому ажиотаж, который строится вокруг этих компаний, и ажиотаж, который строится вокруг действительно единиц таланта, ты знаешь, мы очень большие фанаты стоимости таланта. Да-да-да. Поэтому то, что сейчас это стало нормой, что какой-то талант может Будет стоить покупаться за 100 $100 миллионов миллионов долларов в год или просто миллиард долларов в год. зарплаты или миллиарды. Это Сеч- меняет вообще рынок. То Да. есть Но с учетом того, что они создают, и
уникально создают. Не то чтобы каждый может создать такие системы. Это просто абсолютно На оправдывает то, какие деньги натурально. вкладываются. Хоть и в действительности, человеку, который не из этого рынка, очень страшно. Ну, потому что очень страшно в 98% случаев ошибаться. Потому что есть эксперты, которые понимают, во что инвестировать, а все остальные понимают, что если они сейчас не заскочат, то Да, то они пропустят упустят мир, да, такую да. волну. Может быть, вообще все упустят, что у них и так есть. Заскакивают, но уже с меньшим сильно профессионализмом заскакивают. Любой предприниматель знает, риски в бизнесе – дело привычное. Покупка оборудования, товаров, услуг для бизнеса – это всегда стресс. Все вокруг твердят: проверяй поставщика, не переводи деньги вперед, будь осторожен. А ты такой: сам решу. Только вот иногда сам решу приводит к очень неприятным последствиям. Вы переводите сотни тысяч и через секунду остаетесь ни с чем, если поставщик внезапно оказался мошенником. Чтобы обезопасить сделки и не зависеть от добросовестности контрагента, есть надежный инструмент от Сбера – аккредитив для бизнеса. С его помощью можно безопасно совершать разные виды сделок, от покупки оборудования и недвижимости до долей компаний или интеллектуальной собственности. Ежегодно Сбер проводит до 4 триллионов таких безопасных расчетов для своих клиентов. Работает просто. Например, вы решили купить оборудование с рук. Вам не нужно скидывать деньги поставщику напрямую. Оформляете услугу в приложении Сбербизнес, кладете средства на защищенный счет, банк их замораживает и переводит поставщику только тогда, когда вы становитесь полноправным владельцем товара. Все документы будут проверены банком. Так вы не рискуете остаться без денег и оборудования и спокойно совершаете сделку. А если она сорвется, средства вернутся на ваш счет. За надежность отвечает банк, поэтому партнерам проще принять решение о сотрудничестве. Особенно, если у вас молодой бизнес или вы выходите на нового контрагента. Как итог, больше сделок, меньше простоев и выше прибыль. Если вы планируете крупную покупку для своего бизнеса или выходите на нового контрагента, переходите по ссылке в описании или сканируйте QR-код на экране. Поехали! Почему сейчас в Силиконовой долине образовалась самая большая за всю историю венчурного капитала концентрация капитала в наименьшем количестве фондов? Мгм. А просто огромная концентрация. Потому что на самом деле этот капитал уже большой внешний капитал от венчура привык к тому, что они заскакивали, все время как-то неуклюже заскакивали. А тут, ладно, вот эти вот 5 такие эксперты, что мы им доверяем, и весь капитал вбухиваем в них. Мгм. Более того, если посмотреть на такие фонды, как Andreessen Horowitz, то они буквально как индекс сейчас. Они инвестировали во все AI-компании, которые ты знаешь. Хотя раньше еще это Считалось, Да-да, у считалось них неправильным, да-да-да, была что выборка. ты должен инвестировать в одну, это какой-то конфликт интереса. Они инвесторы OpenAI, XAI, Anthropic, SSI, Superintelligent, Safe Superintelligent или Суцкавера, и в компанию Мир Мурати. Они во все И добавь туда инвестировали. еще 2, как минимум, стартапа, создающих децентрализованный AI. Вообще, яйца положены во все корзины. И в этом плане здесь инвесторы в действительности никто не делает заявление, что знает конкретно, какая из них выиграет. Мгм. Но все понимают, что этот рынок, он точно уже будет другой, и что его общая совокупная стоимость потенциально такая высокая, что Десятки она триллионов долларов. оправдывает все эти То есть попытки. и суть в том, что, вот когда я говорю про экспертизу, это просто в том, чтобы вообще в какую-то совсем фигню не положить денег. Но Но во все остальное, что явно создано сознанием дела, даже если оно проиграет, все равно положить денег, ты не знаешь, кто выиграет. Давайте с вами рассмотрим гипотетическую ситуацию. Вот смотрите, аналогию все равно проведем с доткомами. Понятное дело, что какие-то компании остались, 98% компаний, или там 99%, они просто обнулились. Вот давайте с вами просто представим. Вот вы говорите, никто не знает. Вот есть такие компании, как OpenAI, например, которые накачивают деньгами. И во многом, если мы сейчас с вами посмотрим вообще на то, что происходит с рынками, вот этот вот бабл, условный бабл фондового рынка всего, он во многом тянется за счет вот этих ожиданий, что компании станут более эффективными, да, что будут там сокращение кадров, больше прибыль, и, собственно, ожидания растут, и рынки растут. У нас фондовый рынок просто вот Мгм. так вот смотрит сейчас S&P 500. Вот смотрите, давайте с вами представим кейс, гипотетически. Проходит какое-то количество времени, год, 2, 3, я не знаю сколько, и OpenAI говорят: не, все, ну, мы понимаем, что математика, ну, ребят, ну, не бьется, да, не сходится математика, и все, и они схлопываются. Следом за ними, как вы понимаете, схлопнется еще какое-то количество компаний. И вот мы давайте с вами нарисуем, что это я почему спрашиваю, потому что многие люди этого сейчас боятся.
Многие люди, например, сейчас боятся покупать фондовый рынок, как вообще акции в целом, потому что они понимают, что это может все обнулиться, и как тогда сложиться на 90%. И более того, в противовес мы видим, например, что это же исключительное событие, что с одной стороны у нас растет фондовый рынок американский, а с другой стороны растет золото, да? Это такое, вроде бы у тебя и рисковые активы растут, и золото. Понятное дело, что государство покупают, там, Доложи туда еще растущий биток. то есть растет все, и это абсолютно аномально. И люди, которые вот так зашли, у меня там есть, не знаю, там, условно, $1 000 000, я хочу проинвестировать, смотрят на все это и думают, не, тут что-то вот зарыто. Что произойдет, на ваш взгляд, вообще с экономикой США и с экономиками мира, если какой-то такой гигант просто закроется, обанкротится и потянет, естественно, за собой еще какое-то количество компаний? В целом, как пики бабла обычно неоправданы, так и Дно. низы кризисов тоже обычно неоправданы. И, скорее всего, будет очень резкая Резкие коррекция, падения. особенно с учетом того, я вот только что защищал AI-компании, но одновременно мы не очень согласны с текущей стратегией, потому что ты прав, что очень большое количество капитала вкладывается не в инновацию. Мгм. Очень большое сейчас количество капитала вкладывается в Скалирование текущего статуса Ну, кво. Да. дата-центра, например, да? дата-центров с текущим даже железом. Баснословные А, бабки просто. В своих отчетностях записывают амортизацию на 6 лет, Да-да-да-да-да. оборудование, которое через 2 года должно абсолютно устареть. Нерелевантно. Мы Вот, видим сейчас, и простите, я перебиваю, на примере с биткоином, да, что, условно говоря, прошлые асики, они просто неэффективные, у тебя Подожди, хешрейт Ты такой. представляешь, насколько? Да, а тут, я говорю, маленькие цифры, а тут просто представь, какой объем, условно, капитала, ну, модель примерно та же самая. и Просто вот сам по себе биток, асики биткоинов за вот 13 лет их существования увеличили производительность, сколько выдается математических операций на вложенный капитал и приложенное электричество, вот эту производительность, увеличили в 300 тысяч раз. и в За этом плане 13 лет. и в этом плане ты в действительности в инновациях в этой области вкладываться просто в строительство текущего, да, Мгм. текущей версии Скалирование кремния. Мгм. оборудования, это действительно с нашей точки зрения достаточно серьезная ошибка. И в этом плане, но Подожди, она может быть не ошибкой. она делается Она с очень делается с четким очень четким расчетом. расчетом. Да, она делается с очень Двумя четким, четкими расчетами. потому что сейчас все-таки идет очень сильная борьба за доминирование этого рынка, кто будет им владеть. И все готовы забыть про то, что, возможно... Математика не важна, да. Да-да. Но мы как раз в любом случае думаем, что это скорее неправильной стратегией. И ты прав, что если в какой-то момент возникнет страх, уже такой цепной страх из-за того, что они делают, то, безусловно, можно на несколько лет откатить назад прогресс, когда вот несколько лет, как это было совсем недавно, в 2002, 2021 и 2024 годах, из-за больших ожиданий, которые создал 2021 год Мгм. после пандемийной, несколько лет было вообще очень сложно Засуха. поднимать деньги было на очень на невозможно проекты. поднимать деньги. Ну, там же интересные такие кейсы были, которые, ну, понятное дело, что это более мелкие аналогии, но тем не менее, там кейс того же Farfetch, да, когда началась пандемия, они сказали, мы дизраптим рынок фэшна, и теперь все будут покупать онлайн. Ну вот, и их накачали деньгами, выросли оценки, а потом оказалось, что, в общем-то, любой бренд может сделать свой онлайн, а потом, когда закончилась пандемия, оказалось, что люди, в общем, любят магазины, как бы, и ходят все равно в магазины, и как бы и компания ушла с Ну, вот молотка там за вот доллар. вот как раз вот эти сверхожидания, они в действительности Давай только приводят к... Давай только в данном конкретном случае что будет? Вот они накачают рынок Да. огромным количеством GPU. Потом вдруг окажется, что, например, нету к этому спроса или что-то другое появляется. Поскольку это все обрушится, то к чему это на самом деле приведет? Это может привести к тому, что развитие скорости чипов будет на какое-то время замедлено, потому что никто не будет давать новых дополнительных денег на это развитие. Но те Мгм. чипы-то не исчезнут. То есть не то, чтобы был бум, и весь AI исчезнет. Нет, он просто будет там, просто произойдет перераспределение, кому что принадлежит. Мгм. По сути, деньги перераспределятся из одного кармана в Да, другой, да? да-да. Кто-то потеряет, кто-то кто-то будет потеряет, закредитован, кто-то купит это за Ну, бесценок и что так далее. произошло с недвижкой в В 2008-2009 2008 году? да. Она просто вся сменила руки. ам, И потом все вернули все свои деньги, как бы 2 года спустя. При Не этом все, а в смысле те, кто получили весь этот актив, вернули. При этом А кто-то потерял. OpenAI очень
умно поступают с точки зрения того, как они поднимают деньги. Большинство этих денег идут не в компанию, а идут в сторонние компании, которые получают кредиты на строительство этих дата-центров. То есть OpenAI даже мало что потеряет, и инвесторы OpenAI мало что потеряют. Это скорее инвесторы этих сторонних компаний с дата-центрами. Финансовых Oracle. организаций неких, Не-не-не, да? Oracle, в смысле, это же А, все накачивается в Oracle, который ага. строит все эти дата-центры и покупает себе на капекс Да, все он же эти сейчас GPU. number one, да? Самый богатый человек в мире. Да-да-да-да-да-да. в Ну, целом. благодаря этой А сам OpenAI благодаря как бы, этой может, даже не погорит. Да. Когда вдруг окажется, что все эти железки не нужны, а нужны другие. То есть идея такова, что вы предполагаете, что если даже такое произойдет, то условно, как сейчас оно может быть переоценено, также оно в моменте там упадет, но это будет не такая история, что рынок развернется и пойдет обратно. То есть это Да. неминуемо, оно просто как обычно, как и любой кризис, отскочит, На пару лет и отскочит да, и... и как бы и через пару лет вернется на круги своя и будет уже, скажем так, более здоровым, естественным образом расти и развиваться, А верно? еще Да, и 20 лет спустя Ну да, будет мы стоить не 10 раз. узнаем мир. Да, да. оно. И в этом плане просто это, с одной стороны, неизбежно, это такая психология, Да. да, что очень сложно себя остановить, когда вот такое Все. происходит, и все бросаются на то, чтобы хоть какой-то капитал в это вложить. И в действительности, но для того, чтобы вкладывать в капитал, в действительности нужно иметь экспертизу, нужно уметь отличать, где в действительности происходит инновация, а где ее, например, не происходит. Причем это очень важно. Все, опять же, это же правда меняющий жизнь продукт. Он прямо сейчас меняет жизнь всех нас, в каждой профессии. И в этом смысле как бы это не фейк-фейк. Это не какой-то прям супер пузырь. Поэтому каждое государство мира Мгм. или каждая компания смотрит на это и говорит: если я вот сейчас год еще подожду, а не лопнет это или лопнет, то я могу оказаться просто нерелевантным. Вот смотрите, вот сразу развивая эту тему, наверное, это вообще один из основных вопросов, которые сейчас такие общемировых, да, что у нас условно есть Соединенные Штаты Америки, которые являются, естественно, бенефициарами, как обычно, как последние много лет являются бенефициарами всего этого бума. С другой стороны, у нас есть Китай, который тоже... Мы мало что видим в открытых источниках, я так понимаю, что там все строго секретно, условно, но что-то создается, при этом Америка пытается кадры китайские за какие-то безумные деньги перекупать к себе. То есть у нас идет такая, скажем так, конкуренция между вот двумя вот этими державами. И здесь возникает несколько вопросов. Первый вопрос. Во-первых, что будет, если кто-то из них победит в конечном итоге, и как будут развиваться события? А второй момент, а что вообще будет со всеми остальными? Потому что это, как знаете, условно, вот если проводить аналогию, безусловно, в какой-то момент времени появился Google, например, и он захватил мир. Но потом появились страновые, Яндекс. да, локальные какие-то сети, например, в России появился Яндекс, где-то там появилось еще что-то, там, например, в Таиланде есть свои поисковики, в Турции есть свои поисковики, они гораздо более популярны, чем Google. Но, все-таки, когда мы говорим про поисковик, это определенный объем ресурса. Когда мы говорим про, Есть искусственный интеллект, интернет. да, тут, объем капитала и ресурсов, которые на это нужен, он как бы X там 1000 просто. И создается ощущение, что, например, какая-то страна, допустим, там, неважно какая, Казахстан, Албания. Россия, Албания, Бразилия, они не могут сами себе позволить ничего с этим делать. И в такой модели появляется ощущение, что в какой-то момент будет вот один гигант, который победил всех и условно захватил мир. И никто уже после этого ничего не может ему противопоставить. Вот как вы видите вот сейчас эту ситуацию США-Китай и дальше, соответственно, исходящие из нее данные? Знаешь, а, то, как раз, что мы сейчас делаем, это результат вот этого нашего анализа 3 с лишним года назад. 3 с лишним года назад мы посмотрели на все, что происходит, и надо понимать, что как бы это не то, что из публичных источников. Мы близко дружим с Грегом Брокманом, Ильей Суцкивером, мы дружим с Альтманом, с всеми прочими игроками этого рынка, и мы видели, что происходит и какие они ставили ставки. Сначала с года 2017 это было как какая-то, знаешь, собрались во дворе где-то там у Альтмана дома в Пало-Альто и ставим ставочки, когда будет AGI, через 30 лет, через 50 лет, а может быть, через 10 лет. И это было как шутка. Мгм. Но уже вот 3 года назад для нас был прям точка отсечения. Мы такие: это происходит, мы ошиблись. Мы-то думали, что квантовые компьютеры нужны были для того, чтобы достичь того, Мгм. чего мы же сейчас вот-вот достигнем. И мы начали анализировать, а что происходит? Что происходит в политике, в буквальном смысле в политике относительно этого. И был момент, не знаю, 2 года 2 назад, года назад. 2 года назад, Чуть больше. чуть больше, чем 2 года назад, когда в Аспене собралась, маленькая группа. OpenAI, Microsoft,
Мета там была, Мета, и XAI Илон и не помню, кто-то еще. И NVIDIA, плюс какие-то представители правительства. И был заключен договор о том, что монополии ни у кого из вас на GPU не может быть, и NVIDIA должна между вами поделить все GPU свои. Да. Такое, по сути, геополитическое решение, да, такое определенное. Вот. И как только это геополитическое решение было принято, а параллельно вместе с ним был еще принят executive order Байдена, который говорил о том, что это лицензируемая деятельность, что модели больше триллиона параметров никто не имеет права тренировать без разрешения правительства США. Вот эти два фактора, и дальше веер других, BIS, который запрещает продавать чипы, несмотря на то, что это тайваньская компания TSMC, NVIDIA — это американская компания, хоть она и производит их в Тайване, тем не менее контроль того, кому она может продавать эти чипы, он существует и определяется государством США, вот в этот момент я говорю: опа, мы уже в этой точке. Мы в ней не сейчас, не через 2 года, а сейчас. Мы 2 года назад в этой То точке. есть оно еще не происходило видимо, но уже условные пакты Но заключались на всё тему того, уже как дальше будет. все уже пилилось Мгм. и делилось. Уже 3 года назад, а 2 года назад это было зафиксировано. Мгм. И поэтому за эти 2-3 года Китай и США, у них был некоторый паритет 2-3 года назад по количеству GPU вычислительных мощностей, типа 25-20%, что такое, ну такой какой-то Да. был. А теперь у США 90% вычислительных мощностей. Друзья, беспорядок в рабочих коммуникациях — штука коварная. Сначала кажется, что все под контролем, а потом начинается. Задачи в переписках, документы разбросаны по облачным хранилищам, а в зонах ответственности вечная путаница. В итоге пропадает система, а вместе с ней и спокойствие руководителя. Из-за этого у компаний вылезает целый букет проблем. Теряются важные файлы, а переписки с проектами на миллионы рублей просто исчезают вместе с чатами, где они велись. Для тех, кто устал от постоянного хаоса, есть решение. Strive. Это российский сервис для командной работы с задачами, проектами и документацией, чтобы можно было навести порядок в операционке компании. Сейчас его попробовали уже более 20 тысяч команд и организаций. Смотрите, как это работает. Вы создаете отдельные пространства под отделы. Простые, но наполненные функционалом. Доски позволяют создавать задачи и подзадачи с дедлайнами, приоритетами и ответственными. Встроенный чат позволяет обсуждать детали, прикладывать файлы и ссылки. Регламенты и инструкции хранятся в одном месте, что сокращает время на обучение новичков. Помимо веб-версии, есть еще полноценное мобильное приложение. Strive заменяет десятки инструментов. Здесь и база знаний, и документы, и статистика по задачам. Видно, кто онлайн и кто чем занят, где сроки горят и насколько команда загружена. Руководитель получает прозрачность и контроль, а команда — структуру и удобство. Сейчас у Strive действует специальное предложение. Всем, кто оставит заявку по ссылке в описании или QR-коду на экране, ребята проведут бесплатную адаптацию под ваш бизнес. На звонке менеджер покажет, как вашей компании навести порядок в задачах, убрать хаос в чатах и сэкономить время команды уже на старте с помощью Strive. Попробуйте сами, чтобы увидеть, как меняются результаты, когда все под контролем. Поехали! США в действительности сделала уже какое-то время назад ставку на то, чтобы полностью доминировать в этом рынке. И в этом плане, пока мы идем по этому сценарию, ты прав, что будет, если мы не свернем с этого сценария, будет эти 2 полюса. Их экономическая мощь будет очень большой, сильно больше, чем даже сегодня, благодаря контролю, который дает то, что ты единственный, кто может производить подобные модели и давать ими пользоваться бизнесом. И это пока план. У этого плана есть очень четкий расчет, что большинство сейчас этих вычислений делаются на NVIDIA чипах. NVIDIA карточках. Раньше это... Я видел. График NVIDIA я видел. Просто даже не так, он просто... Раньше что такое NVIDIA знали в основном Да, те, кто геймеры. играли в компьютерные игры, да. А сейчас уже все знают, потому что это самая дорогая компания, и она много лет назад создала стандарт, который позволял такие вычисления делать. Очень много лет назад. Мы с этим стандартом работали году в 2002-2003. Вот, и в этом плане этот стандарт, сначала все думали, ну зачем он нужен? Он только для ученых нужен. Даже очень было странно, как много они в него усилия вкладывают. А это оказалось очень Потом он перешел в правильной игры, и в играх... Стандарт чего? Что за стандарт? Стандарт того, Кстати, как CUDA. математика считается на карточках. Как
транслируется задача программы в конкретной операции на специфической То есть, архитектуре по сути, это вот есть чипов. производительность чипа, то, что определяет, да? Это определяется твоя контролируемость. возможность вообще написать программу, которая на этом чипе будет Все, я выполняться. понял. Называется... По сути, вы с помощью этого как раз игры тогда писали уже на этих, как Еще бы, даже до по этим игр, правилам. еще даже до игр, еще когда в игры это не до конца вошло, мы использовали эту штуку для распределенных математических вычислений. Мгм. И это за счет этого стандарта сейчас происходит очень... у них есть в действительности возможность контролировать. Не было бы этого стандарта, мы бы видели очень много игроков, мы бы видели, что все равно капитала в мире много, не только в Соединенных Штатах и в Китае. Мы бы видели, что все компании могли бы себе, все страны могли бы себе позволить иметь какие-то альтернативы. Мгм. Сейчас нет. Как ты знаешь, каждые переговоры по торговле Соединенных Штатов, например, с Саудовской Аравией или с Эмиратами, Включают они включают пункт. то, сколько нам дадут купить Я видел даже таких вот последнее GPU. соглашение, когда сейчас Трамп прилетал в Middle East, да, соответственно, там во всех этих соглашениях количество, Сколько разрешено купить. количество там GPU, которые нам дадут купить и так далее. При этом это все очень смешные цифры. Им Да, разрешают там купить типа 20 тысяч. 100 миллиардов, типа, да, это условно капля в море при Да-да. текущем объеме Да-да-да. происходящего, я понимаю. OpenAI и XAI в этот момент миллион этих GPU каждый Да. получает за Я год. видел, это очень смехотворно, конечно, да. Вот. Но все страны понимают, что хотя бы это нужно получить, и Мгм. это очень сложные переговоры по этому поводу ведутся. И мы действительно идем пока На в грани. эту сторону. И эта сторона, на самом деле, не очень приятная для всех остальных. С большей вероятностью Для не всего очень приятно остального для всего мира. остального мира. Потому что понятно, что за все эти 100 миллиардов долларов, миллиарды долларов, которые вкладываются сейчас в дата-центры, придется платить всем остальным. Пользователям. И когда у тебя нет другого выхода, когда у тебя нет дешевой своей альтернативы, ты ничего не сможешь делать, кроме как платить. И в этом плане нас как раз, не упоминал, вот 3 года именно этот сценарий смутил. Он Сначала почти неизбежен, но мы... мы видим маленькую Сценарий возможность. доминации США Да-да. в этой игре, да? Да-да. Интересно, что, как бы, помнишь, DeepSeek вышел в начале этого года? Да. Всего-то год прошел. Еще год не прошло, как все вот мир сотрясся. И тогда в начале года все таки: о, китайцы. Ну И и заглохло. заглохло. Да. Потому что, на самом деле, тогда было произнесено очень много неправды по поводу DeepSeek. Это была все чистая пиар-акция. Но это же правда. DeepSeek работает. Это очень хорошая модель. И отматываем еще на 1,5 года до того, мы носимся и пытаемся поднимать деньги на то, чтобы приблизительно то же самое делать, что DeepSeek в итоге сделал. Потому что у них-то были деньги. Мгм. У компании, которая сделала модель, было $2 миллиарда на то, чтобы это сделать. На секундочку. Вот все эти рассказы о том, что это $50 миллионов, да нет, у них было дофига денег и очень много Это компьютеров. очень успешные трейдеры. Это трейдеры. У них дофига денег было. Они купили очень много как раз этих NVIDIA Я карт. приведу для того, другой пример. Есть Алекс Герка. В Англии самый Да, я большой его знаю, частный конечно. налогоплательщик. Да. Вот за счет чего Алекс так успешно торгует на Но у него же какие-то там Форексе? супер-мега-роботы. Нет, в смысле мегароботы. У него 50 тысяч GPU было. Вот за счет чего. Да, то есть у него количество вот этих вот карт для вычисления было соизмеримым с тем, которые потребовались для того, чтобы чат GPT натренировать. Но он просто их использовал Он просто их не использует для AI, а трейдинга. для трейдинга. Они, это там их... Smart move. Да, их вообще пара просто сотен. невероятно умные. Пара сотен очень умных математиков, которые проходят интервью месяцами, чтобы попасть в компанию к Алексу. Обалдеть. И месяцами их просто интервьюируют, чтобы понять, годятся ли. И потом эти вот ребята придумывают модели, как использовать GPU для того, чтобы правильно торговать на Форексе. И вторая, самая крупная трейдинговая компания частная в мире. После Цитадели. Вот Да. эти ребята, это китайский вариант этого. У них дофига денег было, ну прямо дофига. И главное, что они так Они на этот купили. проект выделили $2 миллиардов. И вот наш смысл, наш point года 3 назад, 2,5 назад, был в том, что это возможно. Все уже говорили: не, уже не догнать ни Apple, ни Google, ни OpenAI, ни Google, не догнать. Мы такие: да возможно догнать, точно возможно. Нужно просто много ресурсов. Мгм. Китайцы это сделали, и они в каком-то отставании, но они
как это по-русски, по-английски choked, придушены. Придушены тем, что их намеренно отодвинули уже года 2 назад от покупки этих чипов. Они пытаются через все щели их покупать. Через Сингапур идут к ним карты, Малайзия, через да. Малайзию идут к ним карты. Через все возможные Контрабандой. ресурсы контрабандой чипы поступают в Китай. Но это крохи, потому что все равно 90% этих чипов достается американским 5 компаниям. Мгм. И сейчас вот все, о чем вы сейчас говорите, это как раз подтверждение того, что будет такой условный монополист рынка в виде одной страны, которая дальше будет навязывать правила игры, вообще устройство экономики и мира для всех остальных. Если только мы, Вот. А какой обратный сценарий, да? если Обра- только мы, это твои зрители, буквально каждый из нас, не увидим и не вложимся свои усилия, свои ресурсы, и свое время и внимание на альтернативный путь. И у него маленький шанс, может быть, не знаю, 1% шанс того, что этот сценарий случится. Но этот альтернативный путь — полный open source, полная децентрализация, и общие вложенные ресурсы в один стандарт и один протокол, который превзойдет итогово. Он пару лет, может быть, даже будет отставать. Но, как я показал, с DeepSeek у них ушло год на то, чтобы догнать в достаточной степени, чтобы этим можно было пользоваться с хорошим результатом. Пример того вот этого альтернативного пути на самом деле уже существует. Мы просто на него все смотрим Через с другую призму, другой неправильную. стороны. Вот если посмотреть на то, что такое биткоин. Все в основном его обсуждают как финансовый инструмент, как новое золото. Цифровое золото. Да. Вот И биткоин составляет 10% сколько от рынка золота. И все интересуются в основном тем, сколько стоит вот сегодня биткоин, Да, как он да, да. упал или как вырос. Но есть другая перспектива. Что если мы посмотрим на это как инфраструктурный проект? Вот сейчас, как ты знаешь, все OpenAI, XAI, Microsoft, они сейчас строят вот эти большие Ну да, дата-центры. да, конечно. Да. Старгейты. Вот, Да. все Маск только о них что-то пишут. построил Да, гигантский какой-то, да, там. Colossus он его Да, называет, да, да. и там миллион GPU. Это считается, что это самая невероятно быстрая стройка с точки зрения инфраструктуры. Десятки миллиардов долларов вложено. Но если Но посмотреть посмотри на теперь на биткоин, биткоин как на финансовый фреймворк для финансирования инфраструктуры. Ну, то есть, условно говоря, что каждый человек может стать майнером, купить, условно, машинки, подключить в свою розетку, да, и стать, условным, там... Но Вот теперь на сегодня- секундочку. Каждый человек может. Это как бы звучит, я сделал какой-то... А представляешь, какой масштаб сегодня у биткоина? Ну, я понимаю, то, что, условно, это максимально, очень сильно распределенная инфраструктура. Очень сильно распределенная, но какой размер у нее, какой у нее масштаб? 26 гигаватт. Я сложно оценить. 26 гигаватт — это больше, чем Microsoft, Amazon, Amazon, Google. Google, OpenAI, XAI, все вместе взяты. А я говорил, что биткоин — это будущее. Да. Ну вот просто взгляни биткоин с это этой не точки. будущее, биткоин уже Настоящий, нет, ну, состоявшийся. Это самый Настоящий. большой Тогда я дата-центр. говорил, что это будущее, а сегодня это Это состоявшееся. самый большой дата-центр В в мире. мире. Да. Просто Когда распределенный. сегодня вот во всех новостях вот звучит, что OpenAI или XAI Илона Маска, вот за этот год они каждый построили дата-центров на 1 гигаватт. Мгм. За то же самое время биткоин добавил 5 гигаватт. Мгм. Это невероятная инфраструктура, которую мы достигли именно за счет того, что она распределенная, что нету никаких вот доминирования просто за счет твоего положения, регуляции. Ну, да, и все так равно далее. есть некий конгломерат компаний, майнеры, которые имеют огромную долю всего этого, тоже нужно это понимать. Ты можешь представить, что их там типа 10 тысяч игроков, которые между собой поделили весь этот рынок уже. Это не миллион, как было когда-то на пике Ну да, в да, да, 15, 16, 17 годах. Это просто уже 10 тысяч игроков. Друзья, когда вы приходите в ресторан, сначала вас всегда встречает администратор и провожает за свободный столик. После подходит официант, принимает ваш заказ и отдает его повару. Но он, само собой, начинает готовить блюдо. Все работает четко, как часы. А теперь представьте ресторан, где шеф сам закупает продукты, бегает к столикам и готовит еду. Помимо этого, он делает контент, обновляет технику и расходники. Это звучит абсурдно, но именно так работает бизнес без операционного директора, когда собственник пытается быть везде, но по факту ничего не успевает. Если вы чувствуете, что
Бизнес буксует из-за провалов в процессах, команда работает в разнобой, а вы тратите дни на рутину вместо стратегии, пришло время все систематизировать. Пройдите программу «Операционный директор» от Академии Edison и сделайте так, чтобы ваш бизнес рос устойчиво, даже когда вас нет рядом. Что будет на курсе? 385 интерактивных уроков, 49 бизнес-кейсов и заданий и 20 готовых шаблонов для внедрения. Модули по управлению финансами, командой и рисками от Ицхака Адизеса, экспертов из Сколково, Альфа-банка и Высшей школы экономики. Поддержка личного куратора, пожизненный доступ к курсу и всем обновлениям, диплом о профессиональной переподготовке. Это не типичный курс, где вас душат дедлайнами. Здесь все выстроено как раз для людей, у которых есть бизнес, проекты и семья. Также есть возможность пройти стажировку в компании Regroup, чтобы отработать полученные навыки на практике. Начать оптимизировать рутину вы можете еще до старта обучения. Когда оставите заявку, менеджеры Edison вышлют вам файл с 30 промптами для ChatGPT, которые экономят часы в операционке. Переходите по ссылке в описании, регистрируйтесь на программу и вводите промокод Соколовский, чтобы получить скидку 55% и второй курс в подарок. Поехали! Но кроме того, что это невероятный объем, просто превосходящий все то, что сделали централизованные игроки, одновременно это была самая быстрая инновация в самом оборудовании, В которое чипах. производило Оборудование — эти это чипы. вычисления. Это семикондукторы, которые, если еще в 12-м, 13-м, 14-м годах, хотя 14-м, может быть, уже прямо уже совсем крайне, биткоин можно было майнить на GPU, Мгм. На на домашнем NVIDIA-вских. компьютере. Ну да, просто Либо на видеокарта домашнем от компа, компьютере, да. либо уже прям NVIDIA раки продавала специальные, чтобы майнить крипту. Мгм. У них это новый рынок появился. И где сейчас NVIDIA в майнинге Мгм. биткоина? Да не газета. Ее просто Она там не нету. смогла конкурировать с той скоростью инноваций, которая была вот у этих Ну, пришли независимых... специализированные битмейны, словно и так Да. далее, которые начали сосредотачиваться именно на этом, Да. да. И там выпускать обновления каждые полгода, новая машинка, Да. да. И в 2010 году требовалось 5 миллионов джоулей энергии Мгм. на то, чтобы 1 терахэш 1 терахэш посчитать. посчитать. Вот одну единицу вычисления биткоина. Сегодня Спустя 15 лет в 300 тысяч раз меньше. Всего лишь 15 джоулей нужно на то, чтобы посчитать терахэш. Это была невероятная инновация. Если мы такую же инновацию мы не можем просто сделать заскалировали количество чипов, которые теперь жгут очень много электричества, но количество математических операций, производимых этими чипами, Мгм. на этот весь объем гигаватт электричества, он в десятки тысяч раз превышает количество всех математических операций, делаемых всем клаудом мира. И в этом плане это как раз то, как нужно было бы сейчас подходить к инфраструктуре в AI. AI. Не Мгм. нужно было покупать современное оборудование на вот эти сотни миллиардов долларов, а нужно было ставить запустить распределенную механизм, модель, да. Мгм. механизм, когда вот эти умельцы по всему миру имеют простую модель, когда они понимают, если я сделал это оборудование на 10% лучше, я заработаю на 10% больше. Что мне не нужна дистрибьюция, мне не нужно договариваться с Microsoft, Google, а что я просто могу подключить к розетке это оборудование, и я буду более успешен. Ну да, видишь, здесь основная идея, такое ключевое отличие, на мой взгляд, оно больше в философии определенной, да, потому что биткоин почему такое широкое распространение, такую модель получил, потому что идея, то, что это народный инструмент, и каждый, вот давайте мы провнесем вот это, знаешь, как-то модель сама нашла идею, и вот и потребитель нашел как бы тоже эту философию. А сейчас- здесь, видишь, наоборот, они такие, Да, мы сами, а вы там за бортом оставайтесь. В итоге люди сидят, паникуют от безработицы и думают, что с ними будет, а бенефициары пытаются Поэтому я и заработать говорю, деньги. поэтому я говорю, наш единственный сейчас шанс всех нас не оказаться за бортом того, что будет один центр. Потому что даже когда мы говорим, что это американские 5 компаний, Ну, это не меняет сути. подожди. Мы говорим про 5 компаний, ну да, тут же нет монополии, но как бы они будут... Но это же вопрос национальной безопасности. Как быстро эти компании попадут под управление государства США? Они условно уже и Да. так там, Они будем услышали честны. так, но как быстро они попадут под полный Мгм. этот контроль? Ну, особенно если они Особенно, начнут именно если китайцы начнут... отнимать работу у миллионов людей, и так далее. Понятно, что это будет Ну, очень государство нужно регулируемая будет деятельность. контролировать Да, это абсолютно, все, у них не абсолютно. будет других вариантов. И мы просто скатываемся к тому, что это в одних руках, совсем в одних. И теперь эти одни руки решают, а ты хорошо себя ведешь или нехорошо себя ведешь, достаточно, чтобы мы дали тебе эти ресурсы. Мгм. И все, и мы скатываемся совсем не к тому миру, в котором мы бы хотели жить. А с другой стороны,
Вот если ты Альтернатива. представишь, что вот эта альтернатива может сделать это оборудование в 300 тысяч раз дешевле. Вот я сегодня как инженер, Мгм. я трачу уже порядка $2000 В в месяц? месяц на AI. Это мало кто себе может позволить, да, но это настолько ускоряет мою работу, что со мной очень сложно конкурировать, когда я Это имею ты, в такой смысле, реально ресурс. буквально пример про Да-да-да, тебя? в смысле, То есть в ты буквальном софта на смысле. $2000 в месяц просто покупаешь AI, да? Не-не-не-не-не. AI. Это просто Подписок Подписок AI. да, я имею в подписок. виду. Подписок просто вот ежемесячно. Вот, Не, на- это только одна. 2000, это он, в смысле, тратит только Только на на программирование. Ага. Это через API. а, Всех остальных подписок сверху можно навалить еще, наверное, на 500 плюс долларов. и это мало доступно большинству людей. Ну, понятно, конечно, И да. это создает мне конкурентное преимущество, из-за которого у других людей будет меньше работы, у меня будет временно больше работы, пока и у меня ее не будет, потому что Илон Маск, когда он использует XAI, он его использует на сотни тысяч долларов. Потому что В смысле, всегда для можешь, себя. можешь включить побольше вычислений, побольше вариаций. Но если ты делишь вот те $2000, которые я трачу, на 300 Sharing тысяч, model, да. вот этой оптимизации, которая Да. может произойти, это ноль. Это буквально ноль. Это даже не надо считать. В смысле, Это если меньше мы цента. увеличим производительность этих чипов в 100 тысяч раз, то надо $2000, которые он тратит, поделить на 100 тысяч, и мы получаем Ноль. 0. Вот. И это 0, то, запятая что-то, но 0. что возможно. То есть если для биткоин-сети тот факт того, что количество дата-центров, количество вычислений выросло, никак не изменили саму суть Мгм. биткоина, да, он тот же самый, он никак не изменился. Столько же биткоинов, столько транзакций в секунду, А, ничего не То поменялось. если мы этот же принцип применяем для AI-вычислений, то это может быть фактически спасение от вот того сценария, который Мгм. ты описал. То есть AI в сценарии, описанном нами, может стать настолько дешевым, что суперинтеллект будет доступен каждому человеку, и никем не контролируется. Ну, это такая модель равномерного распределения мирового, да. И насколько я понимаю, подтвердите или опровергните, то в целом эти же инициативы уже происходят. Во-первых, есть несколько стартапов, которые, да, вот эту вот идею децентрализованного AI как-то там пытаются реализовать. Я не прям сильно в контексте, но я, по крайней мере, там что-то какие-то видел сводки. Вот, а во-вторых, вот мне даже ваши коллеги напели, подсказали, что вот то, что сейчас в Казахстане там происходило между Дуровым и, собственно, президентом, это тоже каким-то образом вот с этим связано, да, что куда-то туда смотрят ребята. Что сейчас происходит? Вот что, с одной стороны, за последние 1,5 года из позиции того, что децентрализация никогда не может быть достаточно эффективной для подобных вычислений, Мгм. все сдвинулось в то, что децентрализация очень хорошо работает для подобных вычислений. Собственно говоря, что происходило 2 года назад, что практически все создатели социальных приложений или мессенджеров Что были Facebook, что обеспокоены очень WhatsApp. сильно феноменом чата GPT. Мгм. Что это, безусловно, там пока еще не было социальных Аспектов. инструментов. Все еще мы их не Ну, сильно это видим. вопрос просто... Да, вопрос да, времени. Они Вопрос все понимают, что... фичеринга, да, что- вопрос фичеринга, Условно, типа. они пока все еще синглплеер игра. Да, но, да. но сколько, Но сколько им люди нужно там итераций? общаются Да, да, уже да, да, сейчас. да. То, что это приложение не вылезает с первых строчек всех App Топов. Store'ов, оно, безусловно, всех обеспокоило. Ну Оно да, условно говоря, у беспокоило. меня AI-ки, они соразмерно количеству переписок в Телеграме там в день. Абсолютно. Вот, и недавно ты, может быть, слышал, что пока что это запустили на Соединенные Штаты, вот это их приложение по генерации социальных видео, Про Sora кого? называется. Да-да-да, то, что мы Вот, вот обсуждали с вами и перед они подкастом, просто да. добавили маленькую социальную Фичу. фичу, что ты можешь Шер? упомянуть А. другого человека, и он будет в этом видео. М. Так, знаешь, вот... Слушай, я это, кстати, не видел. это- Это вот Sorry 2 то, что, Да, да? это вот Ага. основной феномен. Вот они добавили маленькую социальную фичу, и тоже просто моментально. Ну да, у Первое них сейчас, место App они Store'а, хайп, просто да. number one вообще приложение Retention. последнее. Retention и виральное распространение И это, through the roof. и это то, чего боялись все, но стали опасаться все производители социальных приложений. Мгм. От Марка Цукерберга до Павла Дурова. Но тогда Цукерберг, на они... самом деле, мы же это все видели. Мета выпустила свой
подобный продукт за 5 дней до, или что там, они постарались выпустить свою версию, как это называется? Видеоприложение. Это же Видеоприложение. Meta AI они вставили там. Как они назвали это, боже мой, я уже не помню. До такой степени уже не помню. Они настолько боялись того, что это идет, а там, понятно, все знают про всех, кто что Ну, делает. понятно, Что конечно, они да, за в 5 кулуарах. дней за 5 дней до выпустили свою версию. И сейчас просто у них там шок внутри меты по Потому что поводу... то, что они выпустили, никто не использовал. А то, что выпустила Пошутили все, OpenAI, а то, что все пользуются. То есть, условно говоря, если я правильно считываю вашу мысль, то это вопрос запуска продукта, да, что огромная мета выпускает продукт, и он интересен, а там вовлеченность настолько высокая, что они делают релиз, и это обсуждают все, да? Технологический подход. они очень хорошо разобрались в том, как делать продукты в AI. OpenAI очень хорошо Мессенджеры, что произошло, что 2 года назад мессенджеры все испугались. А как же можно так тратить так много денег? Это ж дорого. На Да, если инфраструктуру, наши да? миллиарды людей, наших миллиардов пользователей будут с AI общаться, мы же никогда это не окупим. У них очень ограниченный Ну, кост, который они могут модель заработать. зарабатывания, конечно, да. А OpenAI же изменила модель. Юзер им платит 20 в месяц. И в этом плане они себе позволили, и все мессенджеры Бесплатные. выпустили так, это было с WhatsApp или это было с Telegram с точки зрения ботов, они все выпустили каких-то AI-агентов. Они все были AI-ботов. упрощенные. Они все были с упрощенными моделями. И они настолько по качеству были плохими, Что пользователи пришли, пользователи попробовали попользовались и такие: ушли. мета никогда не сделает ничего в AI. Дуров никогда не сделает ничего. И просто все таки пошли: у нас есть ChatGPT, double down на ChatGPT. Вот. Я так понимаю, отсюда как раз была же, да, инициатива Дуров Маск, Грок в Телеграме, которая очень с треском провалилась, но задел был неплохой. Оно откуда берется на самом деле? Потому что у Дурова аудитория, но нету AI. Да. И ему надо для своей аудитории AI. А у Маска нет аудитории, потому что у OpenAI уже есть вся аудитория. А почему у Маска нет аудитории, если есть условный Твиттер, X? Потому что у Твиттера OpenAI читалки, люди То читают. есть они не приходят за этим Они не юзер-экспириенсом. приходят за этим юзер-экспириенсом. А в OpenAI заходят чатиться. И это создало вот это вот напряжение, когда, с одной стороны, все социальные компании не готовы были тратить так много денег на запросы Да. пользователя, а с другой стороны, видно, что что-то постепенно съедает их рынок. То есть тогда еще OpenAI был маленький, сейчас у них уже почти миллиард пользователей, они уже сейчас сравнимы по размеру со всеми чатами, и при этом растут они сильно быстрее, Да, скорость. чем Telegram или Тут 15 Instagram лет, и а так тут, далее. условно, пара лет. Да-да. И в этом плане мы как раз с Доровым 2 года назад обсуждали, что единственная альтернатива — это вот децентрализация. Децентрализованный. Потому что децентрализация может сделать это таким дешевым, что Может, компания каждый смог себе сможет позволить себе Каждый внедрить сможет это, да, понятно. Вот, но тогда Николай сказал, децентрализация Не будет работать. в И AI. вообще у меня есть мои мысли о том, как это сделать. Вот. 2 года сейчас спустя мы видим, что нет, не сработало, и теперь они очевидным образом пытаются в последний момент сделать что-то. Вот. И в этом плане это уже скорее такое подтверждение, что децентрализованный AI, он такое вот единственное будущее, единственная альтернатива, которая есть, кроме вот этих вот нескольких американских компаний, которые сейчас в основном за счет своей вот доминантного положения с графическими процессорами добиваются. И мы очень любим братьев Дуровых, и очень любим продукт Telegram, пользуемся каждый день, вообще как бы основной мессенджер, но подход должен быть совсем другой. Совсем разные продукты. Тут история, она именно продуктовая, про то, чтобы сделать удобную как бы штуку с юзер-экспириенсом, да, с кайфовым, а все-таки AI-ки — это абсолютно другой подход. Там интерфейс может быть абсолютно ломаный, и там интерфейс одного окна с одной кнопкой, но вопрос того, что у тебя на бэке, как бы, да, и ты не можешь это быстро нарисовать. Да, и дальше другая штука. Количество твоего вычисления. Тебе на самом деле в любом случае, чтобы модель замоделить, нужно очень много вычислений.
очень, чтобы догонять, нужно много. Ну и даже для того, чтобы просто для того, Inference чтобы делать, давать это своим пользователям, Еще нужно больше. еще больше вычислений. То есть М, для того, чтобы выдавать вот эти вот видео, которые сейчас 40, Sora да. тебе просто за один клик И Просто. теперь, если генерирует. каждый из этих компаний, Durov, кого можем там, какая-нибудь Canva, PixArt, я могу называть как бы там, не знаю, ChatFuel, ManyChat, кому нужны LLM, кому нужны графические, текстовые и так далее. Много-много-много компаний. Flow, мы можем, тут даже чего угодно. Всем нужен LLM, всем нужно вычисление. Если каждый из них будет бороться за свой кусочек GPU, но они никогда не догонят пятерку, каждая из которых имеет миллионы GPU. Мгм. Да, но в Казахстане нет миллиона GPU. И не будет. И как бы... Не, Нет, и понятно, не же им будет. никто Да. не даст квоту. Да-да. В этом смысле Дуров пытается что-то для себя сделать, потому что понятно, что все дальше Ну- уже нельзя без AI. Может ли он сделать альтернативу для всего мира? Не может. А почему Казахстан? Потому что Казахстан что- купил GPU, И у них А, уже им, GPU им нужно как-то им- применять это, да? Им нужно как-то применять. Я понял. То есть они Щас- не понимают, что с ними делать, у них Да, есть да. GPU, а они вроде понимают, что с ними А делать. я тебе у них говорю, нет. я там в есть этом- несколько тысяч я в GPU, этом Как бы, году- тем не менее, уже Я в этом что-то. году уже облетел 24 страны. Ага. У каждой страны есть своя тысяча И GPU. где-то вот там, И после они тебя... сидят и думают, что с ними делать, После да? тебя встречаемся с министром AI здесь, в Дубае. До того, я сейчас только что прилетел, встречался с правительственными людьми из Вьетнама. И до того, у них у всех много, что такое? Тысячи GPU. У каждого из них. Каждый думает, что с ними Но теперь для сделать того, такого, чтобы остаться суверенными в Ага. плане своего AI. но для того, чтобы это было релевантным, это все нужно сделать свободный протокол, в котором Open бы source свободный все протокол. бы готовы были участвовать, чтобы в совокупности это было бы чем-то значительным. Чтобы в совокупности это было соизмеримо с Масштабом. а, основными Хотя бы с AI-лабораториями. масштабом DeepSeek. Но дальше запустить вот этот процесс того, чтобы инновация в чипах могла бы позволить всем этим распределенным игрокам Игрокам обогнать. обогнать вот этих больших игроков. Иначе никакого другого пути нет. Иначе способность... То есть сам по себе open source не сможет ничего сделать. Нужно кроме open source еще и финансовый фреймворк, подобный или вообще идентичный один в один такой же финансовый фреймворк, каким являлся биткоин, с той же самой мотивацией того, почему это делать, деньги. Ты печатаешь какую-то вот новую валютку, ценность которой определяется рынком трейдеров, спекуляцией о том, будет ли это большой долей от рынка, на который ты Мгм. целишься. Вот биткоин, все целились, будет он 10% от рынка золота или не будет. И вот это была спекуляция. Будет или не будет? Это scarcity, digital scarcity. Да. Там физические, металлические scarcity, а вот тут у нас digital scarcity, который в основном в электричестве, который как бы стал деривативом электричества. И внутри такого фреймворка может получиться ожидание того, что эта монета вот этого протокола сможет быть субсидией для того, чтобы сейчас эта инфраструктура строилась, а ожидание доли от рынка было про будущее. Давайте теперь немножко из наших воображаемых вот этих вот фантазий все-таки в реальную плоскость. Насколько, на ваш взгляд, это в действительности вообще возможно? Потому что, как бы, там, то, что произошло, например, с биткоином, да, нужно тоже понимать контекст того, как разворачивалась эта модель. Случился кризис 2008 года, люди потеряли деньги, которые не копили всю жизнь, бла-бла-бла, остались без домов. Потеря доверия к центральным системе, банкам. где центральные банки взяли, напечатали денег, доллары обесценились, и вот пришло решение. И идейно, то есть это же тоже не быстро происходило, но идейно, постепенно, почти 20 лет, на секундочку, прошло уже, да, тоже не будем забывать, это как бы превратилось вот на текущий момент там, в 2 триллиона долларов, да, вот вам децентрализованная большая сеть. Вот когда я сейчас вас слушаю, идейно базара ноль, звучит классно. Я не понимаю, насколько это вообще может реализоваться и что для этого должно произойти, потому что, условно, вот, допустим, какая-то группа инициативных ребят сказала, да, делаем вот децентрализованную сеть, они создали протоколы для этого, сделали какую-нибудь внутреннюю мотивацию, что там профит-шеринг или еще как-то это должно работать, я не знаю. Но дальше за этим, то есть люди должны на своей собственной шкуре осознать проблематику
и как бы и финансовую модель, чтобы захотеть этим заниматься. А для этого нужен какой-то очень мощный катализатор. То есть у меня пока что в голове не клеится, как это может в реальности произойти. Ам, Дава Здесь есть, давай мы можем сразу переходить в лоб, да, потому что какие-то ребята уже собрались и сделали. Ага. С а, одной стороны, и да, Какие-то и ребята, это вы? мы собрались и сделали. Последние 2 года мы писали это. Ага. И пока мы не написали и не убедились в том, что это работает, просто даже никому об этом не говорили. М. И запустили 1,5 месяца назад, и оно работает и растет. В смысле, растет количество участников. Растет с 80 GPU, мы выросли до 450 GPU вот за месяц. Давайте тогда, стоп, пауза на секунду. Здесь важный момент для того, чтобы хронологию не потерять. Значит, смотрите, насколько я понимаю, еще, по-моему, 3 года назад, да, или что-то такое, вы, собственно, запустили Product Science. Мгм. Вы подняли, по-моему, $18 миллионов в Мгм. первом раунде. Во-первых, это достаточно большой раунд для седа. То есть это как бы, ну, сумма обычно меньше. Второй момент, если я посмотрел правильно трек-рекорд, то с того момента... Это был 21 год или в каком году это было? Это 21 21 год, В да. 21 году, да. Подняли день. С того момента я посмотрел ваш трек-рекорд. У вас есть, как называется продукт, вот, который в коде ошибки Это и ищет? есть Product Science. Ну, а там внутри код-тюнер, код-тюнер, да, Код-тюнер, да. код-тюнер. Вот, соответственно, но вы после этого не поднимали деньги, да? И у меня, знаете, какой возник вопрос? Значит, смотрите, с одной стороны, вы глубоко вот в контексте AI, того, что происходит, вы в долине, у вас есть репутация, бла-бла-бла-бла-бла. В этот момент происходит абсолютный взрыв стартапов в LLM. этой индустрии, LLM, да, стартапы в этой теме начинают просто накачивать безумно деньгами, вы при этом не как бы не бежите, сломя голову, и не поднимаете еще раунд за раундом. Давайте вот с этого как бы отправную точку возьмем как это. Расскажите, как это началось, и что вот, и давайте перейдем к тому, что есть сейчас. Вот 2 года назад вот случается момент, Да, да, когда факт. мы в действительности мы занимались уже, AI-продуктом, который работал с большими компаниями, такие как, Коротко, суть. Ты приходишь, запускаешь эту штуку в свой код, и он помогает тебе находить помогает ошибки. ошибки Да, находить, он находить ошибки. помогает, оптимизировать, На самом код. деле он помогает ускорить твое предложение прямо Мгм. до максимума. Он Мгм. прям За вот счет обнаружения всех играет в ошибок, некоторый да? Да. тетрис, находит, где код расставлен неоптимально, и оптимально его это как архивация кода в плотность, чтобы он работал Мгм. быстрее. И искусственный интеллект, Окей. делает это замечательно. Вот Так. мы, соответственно, построили эту компанию, и она работала, Клиенты у нас ам, были Walmart, Я видел там Airbnb, Tinder, JP большие Morgan компании, крупные Chase. да. компании. Вот, но 2 года назад из-за этого взрыва мы, Стали, с как раз одной стороны, поняли, что вот этот создание подобного протокола и создание вот этой, децентрализованной инфраструктуры, это, с одной стороны, то единственное, чем сейчас надо заниматься, с другой стороны, это такая, может быть, раз в жизни возможность. возможность, создать что-то, Сверх. подобного масштаба. Да. И мы тогда решили, сделать так называемый пивот, и как раз инкубировать, такой протокол внутри Product Science. В этот же момент, как только мы это решили, мы поставили такое на себя ну, как бы, Табу, такое, самоограничение. ограничение, что мы не поднимали на этот проект деньги. Как ты Это было знаешь, не на деньги Product Science. Это было на деньги Product Science, но отличие в чем? Мы поднимали деньги в Product Science совершенно для другой вещи, нежели чем та вещь, в которой мы потом запивотились. во Таким образом, мы никому из инвесторов никогда не обещали, что на их деньги мы построим эту децентрализованную сеть. И это важно почему. потому что когда, как ты знаешь, когда ты запускаешь децентрализованные сети, когда ты запускаешь коины, любое заранее обещание инвесторам, что они тебе дают деньги на то, что ты это строишь в Соединенных Штатах, Всех будет это не сильно Всех доволен. будет недовольны совсем. эта регуляция не позволяет делать. Ты будешь тут же признан security, Вот. а если мы хотим построить как раз биткоин, то он должен быть commodity, он должен быть cryptocurrency, он должен быть utility токеном, используемым для конкретного продукта, Вот. И мы поставили на себя оплаты ограничение, продукта. что мы не общаемся по этому поводу с инвесторами, не привлекаем никакие деньги, мы делаем это и запускаем. У нас достаточно было ресурсов на тот момент, и более того, создание этих систем, оно требует очень небольшого количества очень Талантливых. талантливых инженеров и продуктов. Оно не требует каких-то вот тысяч сотрудников. И мы решили на этом сфокусироваться, и мы решили на себя положить такое ограничение, что мы не используем вот эти вот возможности поднимать деньги, потому что если мы сможем
запустить этот проект без Подъема денег. подъема денег, тогда это станет возможно с точки зрения Тогда это регуляций. феноменом, И которым... тогда как раз есть возможность создать феномен, Мгм. который не будет остановлен из-за каких-то ошибок на моменте Ранний стадии. создания. Причем, что мы делаем? Мы создали этот протокол, и на момент запуска мы его полностью отдали в public domain. Это как это в... Ну, понятно, Мы сделали его открытым кодом. да. Вот мы месяц назад запустились, он не контролируется нами. Он уже Сеть не контролируется нами. контролируется комьюнити. У нас в этом комьюнити очень большой голос. Это именно что децентрализованная сеть, которая в дальнейшем будет абсолютно развиваться Ну, как бы только с независимо общим от нас, только с участием. общим участием всех участников. И мы считаем, что такое ограничение, оно, хоть понятно, что оно создает какие-то Очень сильные препятствия, препятствия. но это единственный путь, по которому подобные проекты могут запускаться и по которым подобные проекты должны запускаться. То есть, условно, какой-нибудь там Near Foundation с Ильей Полосухиным или там Дуров с Тоном и так далее, и так далее. Много кто сейчас может Дуров с думать... Еремеевым. Дуров с Еремеевым. Но Много... ты помнишь, как они запускали этот проект, привлекли 1,8 миллиардов Я долларов, помню, конечно, потом и суд запретил это. понятно, пришел СЕК, и это все. Вот ровно этого мы абсолютно избежали тем, как мы сделали, что к нам не может прийти сек. Когда придет, там все настолько чисто у нас, что мы не играли в ту Потому же что самую на игру, самом потому что мы играли в деле другую игру. В а, игру создания этого децентрализованного протокола, а не накачивание стейкинга в Foundation. а, Foundation нету. Мгм. вот, и в этом плане как раз вот эта наша история, вот этих 2 лет, она построена на этом. Мы увидели, что это очень важно создать. Мы увидели, что, с одной стороны, в действительности у этого не такой большой шанс, да, но этот шанс, он увеличивается от того, как увеличивается вот Угроза. это опасение. То есть все-таки все больше и больше людей Да-да-да. за последние 1,5 года. Ты прав, что это все еще ниша людей, которые понимают Ну, это. она уже Но она большая. с уже... биткоином то же самое. Много лет это была ниша. Не то чтобы все кинулись: "Ой, мы не любим центральные банки", и все кинулись покупать биткоин. Ну нет, мы Мгм. говорим о десятках тысяч людей во второй год, сотнях в третий, там доросло до миллиона в четвертый. Мы говорим о том, что это на самом деле долго-долго-долго росло. Если у этой технологии сейчас будет просто тот же самый, то есть та же самая траектория, но быстрее. Почему быстрее? Потому что, все уже видели биткоин. Ну и тренд второй есть в моменте, да. Второй раз люди не захотят упустить то, что они пропустили в первый раз. И другое, что мы на глазах у нас с огромной скоростью вот эти 5 компаний плюс несколько китайских компаний захватывают этот рынок, и это страшно, и будет все страшнее, страшнее и страшнее. Смотрите, прежде чем мы пойдем дальше, у меня, значит, во-первых, мы сейчас с вами обязательно поговорим про то, как это работает, потому что я, честно сказать, не до конца пока что понимаю. Но у меня, вот смотрите, я разговаривал с ребятами, прежде чем записывать подкаст, мы обсуждали что-то, что мы обсуждали с вами в тот раз, чем вы занимаетесь сейчас, и такой вопрос возник, собственно, вот у моего коллеги, который сказал, вот непонятно одна история, значит, братья, то есть вы уже там сколько-то лет назад начинали заниматься AI, привлекли даже денег, уже, по сути, были в рынке, видели все, что происходит, видели продукты и так далее. И когда начинается вот супер-мега-тренд, супер-мега-волна, возвращаются эти вертолетные безумные деньги и так далее, почему вы вместо того, чтобы присоединиться к конторе вот этих вот ребят, которые оперируют огромными деньгами и сейчас имеют безумные оценки, и стать бенефициарами вот с этой стороны, вы идете вот из того, что вы сейчас рассказываете, вот эту некую такую либертарианскую, или как ее модель назвать, да, давайте людям, давайте обществу и так далее. Ведь если по факту с точки зрения бизнеса смотреть, у вас есть репутация, у вас есть успешные экзиты в долине, вас знают, вы можете легко запичить, привлечь деньги, вы уже сделали сид-раунд очень большой и так далее. То есть, по сути, трек мог быть вот прям бам, и полетели вместе, и сейчас там сколько-то миллиардов капитализации. Почему не вот этот Слушай, вектор? ты, За наверно, всё говоришь. последние 4 месяца у нас было 2 предложения от ведущих Вот AI-лабораторий самых ведущих о лабораторий том, за чтобы то, чтобы заплатить нас нам больше купить. $100 миллионов для того, чтобы нас купить. Ам, это И понять дальше это решение можно
с двух точек зрения. Это если нас, в действительности, если слушать наши предыдущие с тобой интервью, тех людей, которые знают, Да. что для нас философия, Не она философия, для нас мышление о мире и о мире вот этого будущего изобилия для нас это создание инструментов, социальных инструментов, социальной инновации, которая может довести человечество в совершенно другую точку вот этого изобилия. Теперь можно говорить AI-изобилие. Тогда Мгм. еще было как бы слегка сумасшествием говорить AI-изобилие, но даже тогда мы, помнишь, обсуждали это в целом. Это для нас гораздо более важная вещь, которую мы хотим в своей жизни создать. Знаешь, как Илон Маск хочет людей на другую планету отвезти. Вот это для него важнее, как бы уже забытый, что и PayPal делал, и что все остальное, как бы вот она его цель. Здесь для нас то же самое. Деньги для нас ресурс для того, чтобы вот этой цели достичь. И теперь, даже говоря о деньгах, вот мы сейчас, условно говоря, отказываемся от, там, не знаю, пары сотен миллионов долларов, которые нам делают предложение из ведущих компаний. Или отказываемся создать свой какой-нибудь windsurf, да, потому что вот мы же делали уже продукт, который использовал AI для ускорения приложений. Да. И это будет всем сейчас нужно. Еще год-два, и это будет прям всем нужно. Может, тогда они придут к нам покупать Product Science, но это посмотрим. А, а, но и мы могли бы заработать там, ну, пару миллиардов долларов точно. Not bad. Not bad. Совсем not bad. И вообще нифига не повлияли бы на мир с точки зрения вообще, куда он Но идет. зато был бы ресурс, да, как Знаешь, бы. временно. Если честно, я на все это смотрю и такой понимаю, вот сделал кто-нибудь курсор, да, 5 ведущих лабораторий скоро сделает свой, другой, который полностью отключит их от этого канальчика, и все. И как бы и пиши пропало. Как Сора заменяет ТикТоки, Ютубы и все остальное. Постепенно, если этот AI сможет делать вообще все возможное, то почему они не сделают всех продуктов, замещая всех остальных конкурентов? Мгм. Сделают и делают. И вот только что сейчас OpenAI выпустили свой новый продукт с агентами. Сколько было стартапов вот по билдингу агентов. Вот теперь OpenAI забирает их рынок тоже. Теперь OpenAI делает билдер для агентов. Теперь OpenAI делает генерацию видео. Теперь OpenAI делает... Тренд какой? Ты можешь сколько угодно гнаться, заработать, может, даже успеть пару миллиардов долларов, но в итоге все потеряешь и ни в чем не будешь участвовать. Или смотришь и видишь, на самом деле, что меняется в мире, и мы там как бы, если мы молодцы, и если у нас получится создать именно то, что мы хотим, а именно прямо альтернативу, которая станет большой частью рынка AI, только децентрализованную open source альтернативу, то мы как фаундеры взяли себе вот эти 10% монет, Мгм. и если гонка будет триллион, то есть если это будет как биткоин плюс, а на самом деле больше, чем биткоин, мы на этом заработаем сильно больше, чем на этой гонке в Силиконовой долине с подъемом нескольких сотен миллионов долларов и прицела на миллиарды. Мы заработаем сотни миллиардов, Мгм. если мы правильно ставку делаем. Давайте теперь смотри, вот, я думаю, что вот я за крипторынком плотно слежу уже достаточно много лет, и вот, условно говоря, там, убийц биткоина, да, если можно так говорить, их было достаточно много уже, и там ребята приходили, делали, условно, utility, говорили, что вот у нас майнинг-модель и так далее, все это заканчивалось одинаково, да, то есть, условно говоря, там биткоин, как вы сказали в самом начале, это цифровое золото, оно гораздо там более мобильное, чем золото, плюс ты можешь транзачить, плюс оно ликвиднее и так далее, и так далее, и так далее. Оно under the government сейчас, да, как бы, по крайней мере, на текущий момент. И у тебя очень понятно, как бы применимость. Вот сейчас в вашей конкретной модели, и вот первое, да, вот, откровенно вам говорю, первый такой, у меня скепсис такой, так, как только появляется какой-то коин, у меня сразу, типа, появляется определенный скепсис. Вот давайте теперь на пальцах разберем, в чем конкретно модель протокола, почему людей это должно замотивировать, и почему считаете, что это вообще имеет какой-то, хотя бы там, да, какой-то небольшой процент, но тем не менее потенциала стать чем-то очень большим. Вот давайте Смотри, взаимосвязь мне нужна Смотри, четкая. с биткоином. Мы видим все эти 26 гигаватт Так, электричества, и они тратятся на решение математической операции, которая никаким образом не относится к конкретной функции, о которой ты говоришь, транзакция. так. Сама транзакция там занимает Ну, понятно, добыча основная, это все Основное — тратится на это добычу, да. добыча — это на самом деле просто сжигание электричества, Перебор кода, да. перебор кода. Вот это текущее состояние биткоина. И ему достаточно этого, потому что он сделал функцию транзакции, а все это сжигание электричества, оно нужно для security сети. Ну, как бы для того, чтобы никто не стал большинством и не обманул общий леджер. Окей, так. А то, что мы делаем, мы сразу сказали: нет, 99 плюс процентов, 99%
этого вычислительных мощностей должно тратиться на полезное действие, и только 1% на security сети, на безопасность сети. И в этом основная разница. Как бы тот протокол, который мы делаем, он такой. А полезное действие в нем — это вычисление существующих LLM-моделей и тренировка новых LLM-моделей. Как это В этом работает? Я не до конца понимаю, как это технически работает. Вот давайте прям на пальцах. Значит, вот я, Давай на пальцах. я взял, купил несколько машинок, у тебя условно, есть воткнул. GPU, Да, да, в целом на этом GPU может происходить AI-вычисление. да. Ты, как в случае с биткоином, ты установил на него определенный Софт, софт да. и подключил его к сети. В этот момент твоя Машина машина начинает общаться с сотнями машин в сети. в Да. сети и начинает, они совместно образуют Оркестрацию. как единый Оркестрацию сервер, который может производить эти AI-вычисления. Мгм. И и дальше, внешний API. так же, как в биткоине, вот есть так называемый proof of work, да, что ты зарабатываешь монетку, доказывая, что ты можешь производить операции. Мгм. Вот так же и в нашем случае твой сервер доказывает, что он может производить операции, и чем больше он операций может производить, Тем тем большую больше он долю зарабатывает. монеток каждый день он забирает себе. Вот. И в этом плане для тебя опыт никак не отличается от биткоин-майнинга. Ты подключил, твоя Да, машина вопрос работает, только в том, куда направляются да, вычислительные мощности. да. Да. Но одновременно, что происходит с другой стороны, что разработчики Разработчики любых приложений. ботов, Это приложений, компания Flow. Я могу да, условно прийти и на вашу сеть. нагрузить все свои AI-вычисления. И они как раз отправляются в эту распределенную сеть. Да, Эта распределенная сеть производит эти вычисления и выдает результат. Вот да. знаешь, как в чат GPT. Ты написал какой-то Отправилась вопрос, запрос, отправился, посчитался, тебе ответ. вернулся ответ. Также ты этот ответ получаешь только за счет распределенной сети. Каждый вопросик распределяется, кто будет на него отвечать, и этот ответ дальше идет тебе обратно. И все это делается в безопасном виде, так, чтобы быть... Уверенным, что ответ, который тебе пришел, это не фейковый ответ и не подделанный ответ. То есть там на нашей стороне, внутри протокола, записанный алгоритм, который убеждается в том, что модель, работу которой запросил девелопер, не изменена до степени квантизации этой модели. И Если, может быть, это не до конца понятно, Мгм. но как бы термин, то есть можно упрощать, это вот называется квантизация, может, там 16 бит, 8 бит, 4 бита, а, и наша модель определяет, если ты если ты попытаешься попытаешься обмануть смошенничать, девелопера и подсунуть ему другую степень упрощения, наша модель это отловит, и ты не получишь вознаграждение. в этом плане мы действительно... Это продукт, он не конкурент биткоина. Мы Не не создаем создаем новое золото новое. золото. Вот. И то, что Можно пример приводить можно... Filecoin условно. Да, при этом то, что произошло за эти 15 лет, что был не только биткоин, были разные проекты, и в частности те проекты, которые создавали некоторые utility. Мгм. Например, есть Filecoin. Render или Filecoin, Да, у него не капитализация в миллиарды долларов, триллионы. то есть триллионы долларов, у него капитализация в миллиарды долларов. На данный момент Filecoin хранит 10 миллионов терабайт данных. Мгм. На самом деле, как инфраструктура, это очень успешный проект. 10 миллионов терабайт — это больше, чем YouTube. То Мгм. есть все видео YouTube можно было бы поместить в этой сети. Да, можно Это утверждать. распределенная сеть. Это распределенная И да, сеть это хранилища. Честно довольно... сказать, признаюсь, как бы было мне стыдно, но Да, я не знаю, что это это плохой проект. продукт. В этом вся штука. Я впервые слышу, да. Да, вот, и Protocol Labs их сделали, это Ага. вот, Filecoin. также есть проект Render, он сейчас, по-моему, оценивается где-то в 6 миллиардов, 5-6 миллиардов долларов. Они также распределили сервера для того, чтобы делать рендеры мультиков. Мгм. Им реально пользуются. Это самый дешевый способ сейчас делать Ничего себе, рендеры мультиков, прикольно. использовать эти сети. Это в действительности все Вопрос, какой были там нишевые рынок? рынки. Это были все нишевые рынки, вот как хранение файлов, рендер картинок. Но AI, он на порядок больше рынок. Мгм. То есть мы не конкурируем за то, чтобы стать новым золотом. Мы конкурируем, а можно ли быть большим процентом AI-рынка. И в отличие от всей остальной вот этой финансовой криптосоставляющей, да, то есть рынок смарт-контрактов сегодня порядка $2 миллиардов. Мгм.
Вот это вот, то ограничение, которое, ну, в смысле, вот такой рынок, он небольшой. Рынок AI-вычислений уже сегодня $40 миллиардов. А через 10 лет рынок AI-вычислений — это порядка $2 триллионов. Мгм. То есть И когда мы говорим, это рынок вычисления, в смысле, сколько в будут год, платить да, в в год. год Я будет понял, А платить. да, значит, я мы говорим понимаю, про о чём. капитализацию этого рынка в Ну, десятки триллионов умножается, понятно, долларов. коэффициент, мультипликатор. Вот, и в этом плане, в действительности, есть, в любом случае есть скепсис, потому что нельзя себя сравнивать с самым большим. Да, вот ты сравниваешь себя с биткоином, но биткоин — это уникальная вещь. Но если ты сравниваешь себя с различными уже Да. существующими вот этими, инфраструктурными, криптопроектами, да, они стоят не $1 триллион Забрали ли но они их 10% от централизованного рынка? Да, забрали. Вот биткоин забрал 10% от централизованного рынка золота. Это пока что. Можем ли мы... Видишь, ты еще и говоришь «пока что». Можем ли мы в теории представить себе децентрализованная вселенную, сеть. в мультиверс, вот срез этого мультиверса, в котором децентрализованная сеть GPU забирает 10% этого рынка будущих вычислений, который мы только что оценили в десятки триллионов долларов? Мгм. И если может, значит, мы тогда идем с сегодняшней точки, сегодняшней оценки этой маленькой сети, до того, что она будет следующие 5-10 лет расти до триллионов долларов. Мгм. У всего есть, Шанс. шанс, да. И действительно сейчас есть очень большой шанс, что большие AI-лаборатории, с ними невозможно будет конкурировать. И американское правительство все удушит, Но никому не даст если ты чипов, все веришь удушит. если ты веришь в этот шанс, тебе сейчас нужно шортить весь остальной рынок, Мгм. потому что весь остальной рынок не выживет, В этом в новом мире. этом новом мире. Но именно поэтому и будет расти, Спрос спрос на на альтернативу. альтернативу. Потому что Мгм. альтернатива, она нужна. И, Что как ес бы, это не будут, нами не будет пользоваться ни Google, ни Meta, ни Нет, OpenAI. понятно, это для тех, кто не может миллион своих, ГПУшек поставить. Да, но нами будут пользоваться такие компании, как Canva, Flow, многомиллиардные компании, которые производят много вычислений, которым тоже это но нужно, как раз для которых большой риск и для быть которых большой риск, зависимым на вот этих что 5. эти 5 компаний заберут их рынок себе. Мгм. Вместо них будут делать презентации, вместо них будут делать А обсчет показателей в здоровья этом человека. плане, так же, как для биткоина каждый финансовый кризис был скачком, да, и вот и увеличением вот этой аудитории, которая Мгм. ищет альтернативу, также каждая новость по поводу того, что, Машины все окончательно заменили, водителей такси больше нету. Все, это еще одна новость, и другая новость, и другая. Год за годом мы И будем этого не это видеть. происходит. Думаешь, не произойдет? Нет, оно произойдет, просто оно Оно уже 10 произойдет лет так назад быстро, должно да. было произойти, Не, вот что... еще не 10, 20, сколько угодно. Да. Вот оно Но медленно посмотри заезжает. на график, Waymo — это самоуправляемые машины, Да-да, в это который... Сан-Франциско. Да-да, я видел, да. Они уже Больше, чем съели 20%, рынка, извоза. перевозок. И это просто, экспоненциально растущий график. Со всеми этими технологиями они действительно занимают дольше Долго времени. Но запрягать когда, очень, да? когда Поэтому на самом произойдет, деле когда нам говорят: «А вы уже опоздали», нет, мы не верим, потому что вот эта адаптация AI, она займет несколько лет. Она Мгм. займет 5-10 лет. Но как только это произойдет, то сектор за сектором, эффект на рынок будет, колоссальный, который сектор за сложно. сектором это будет видно. Смотрите, у меня вопрос. Значит, я модель понял. Сколько у вас сейчас ГПУ в вашей вот У нас децентрализованной сети? 450, ГПУ сейчас. Ага, Это high-end GPU. Это не ага, домашние GPU, это вот, я понял. серверные. Хопперы и Блэквеллы. Теперь вопрос у меня. Смотрите, значит, как я размышляю с точки зрения большой компании. Значит, у вас, допустим, у вас сейчас там 400, а стало 50 тысяч, 100 тысяч и так далее. Значит, если я такая компания-гигант, то я легко могу вашу систему взять и заабьюзить. То есть я могу взять и перенаправить все свои вычисления на ваши мощности, и все ваши мощности очень быстро лягут. И на этом как бы вот хоп, и вся история закончилась. Какая здесь... то есть у меня в голове сейчас с точки зрения контроля вас, несмотря на то, что вы... То есть вы становитесь не подвластны влиянию, только когда вы становитесь очень большими. Вот все, что до этого, очень много рисков и потенциального абьюза, который на вас можно послать. Сколько было компьютеров у банков?
Ну, один, наверное. У банков в 2013-2015 году. Ну я не знаю Могли таких. ли банки в 2013 году заабьюзить 51% биткоина? Что мы Могли. что мы А это наблю уже был 4-й год существования биткоина. Чего же они этого не сделали-то? что мы наблюдаем, Я понял что твою идею. вот эта мысль того, что подключить больше GPU, у тебя появляется в тот же самый момент, когда и у других людей появляется такая же мысль. И это то, что позволило биткоин, независимо от того, что вначале в биткоине было только 1500 GPU, Мгм. да, то, что позволило биткоину никогда не приблизиться к точке, когда у кого-то была Появилась такая контрольная сеть. возможность, да. Мгм. Потому что как только кто-то видел новость о том, что, это есть, вот посмотрел там какой-то подкаст, в котором это рассказали, и в этот момент ты думаешь, я сейчас подключу, в этот же момент об этом думают еще 10 людей. Если ты увидел И- эту новость, все увидели эту новость. Вот, и в этом плане как раз вот это распространение знания тут ключевое. Потому что распространение это знания, оно приводит к тому, что вот у нас каждая новость, что кто-то добавляет GPU, приводит к тому, что кто-то другой тоже хочет добавить больше GPU. И с одной стороны, можно ли было добавить больше? Можно, но это очень дорогое оборудование. Мгм. Уже сегодня порядка $1 000 000 в месяц. Люди, Реально? да, тратят на оборудование, подключенное к Еще раз. нашей сети. Еще раз. Одна машина $1 000 000. Не, вот- Один GPU, его стоимость на рынке типа 30, 40, 50 тысяч долларов, в зависимости Так, от того, какая да. модель. Вот 450 Значит, GPU. соответственно, снять его в аренду сейчас в облачке оптом в долгосрок будет тебе $2 в час стоить. Так. Вот ты берешь эти $2 в час, умножаешь на 24 часа, округляем, получаем там $50 в день стоит снять вот этот один GPU. Так. А это значит в месяц $1500 Так. один GPU. Если их 400, вот Ты мы... помножил, все, Вот мы помножили и понимаем, что, значит, каждый месяц сейчас, это месяц, прошу, мы месяц назад запустились. Да, И за $1 000 этот 000 месяц уже. мы выросли до того, Костите. Могли бы сами платить их условно, да? мы могли бы, не знаю, там кто-то говорит, зачем вы там поднимали бы деньги в себя? Да нет, мы вообще всех инвесторов, к нам приходят, говорят, хотим в вас инвестировать. Мы говорим, некуда инвестировать. Покупайте Майните. машины. Майните. Да. Вы сейчас даже монеты купить не можете, майнить можете. Бегите майнить. А- И бегут майнить. И инвесторы, VC, идут и такие, окей, для меня это чек, там, не знаю, $400 тысяч, который я положу за следующие полгода. Окей, как в стартап положить. Все, идут Вот. и майнят. И в этом плане то, что мы наблюдаем, что это просто естественным образом происходит одновременно, что чем больше вера, тем больше людей Готовы хотят участвовать, и тем более безопасная сеть. Вот у нас вот месяц прошел, у нас не было ни момента, когда у кого-то было больше 30% мощности. Причем, что люди добавляют, типа, плюс 100 еще GPU, плюс 100 еще GPU. Выросли Вот. до 400. И в этом плане мы думаем, что так же будет и продолжаться. Что не будет момента, когда вот кто-то резко такой... Сейчас большие известные майнеры уже выделили свои GPU, там еще 300 GPU, Мгм. и добавят их 2 шагами. Сначала 150, потом еще 150. То есть они тоже понимают, что они-то помнят, как это было с битком. Нужно, чтобы никогда ни у кого не было большинства. Вот. И то, Но что... мне нужно просто, чтобы я был какой-то большой частью сети, чтобы успеть больше монет заработать. То, что вот не очень понимают про биткоин, независимо от того, что это написано Мгм. прямым текстом В Сатоши, в white paper white paper, Сатоши. да. white paper Сатоши, это то, что эта концепция, она строится на предположении, и это очень гуманистическое предположение, что большинство честные. Honest Вот мы majority. знаем людей, которые строили биткоин-оборудование, которые как только начали приближаться к 50%, Остановились. мы больше не делаем. Мгм. И Дождались, пока весельник догнал их. потому что на самом деле эти сети строятся в действительности энтузиастами, которые хотят, чтобы это будущее случилось. И более того, они И- знают, что это может случиться только если безопасность соблюдена. И- То есть Ну, тот сейчас факт, просто уже никто не сможет 50% сделать, но тогда это Да, в было. биткоине. Тогда, да. Нет, так. но они просто себя остановили. Да, они просто они могли, но себя остановили, как только потому что... ты делаешь его, ты потерял все, что ты в него вложил, потому Мгм. что ты тут же уже разрушил Сеть. веру, Ну да, веру. Да. в это. Вот. И это такая вещь, в которой ты такой смотришь, думаешь, нет, человечество, оно не такое. Да, что все А жадные там и так далее. свободных Ам, GPU, вот этих вот раскиданных по всему миру,
Множество, Миллионы. да. Вот. Миллионы. Они тут 10 тысяч, там 50 тысяч, у этого правительства 100 тысяч, у этого там, сям. Они раскиданы повсюду Но сейчас, большинство, и большинство из них, ну, как бы наполовину не используется. при этом среди текущих майнеров сети у них, на самом деле, ресурсов у всех сильно больше. И они все равно действуют по этому же принципу. Они кладут, как Чуть-чуть. только видят, что другие кладут, они еще кладут, когда Докладывают. видят, что... То есть в этом плане мы как раз ожидаем, что это будет такой натуральный Рост. рост, Натуральное подверженный вот этой удвоение идее. каждый месяц. ам, Но это удвоение каждый месяц, мы все знаем, как эта экспонента работает. Мгм. То есть, если все пойдет так, как оно идет сейчас, то есть у нас первый месяц хорошо, это было не удвоение, это было в 4 раза. Ну, просто потому что первый месяц мы как бы много кого уже успели обсудить и рассказать, как работает. И как только запустились, то довольно быстро подключилось. Но за второй месяц мы ожидаем удвоения, ну, может быть, даже больше, не знаю. И дальше я ожидаю, что это удвоение будет в следующие, 5, 6, 7, 8, 9 месяцев. Мы дойдем до 100 тысяч GPU, скорее всего, меньше, чем за год. М. Звучит провокационно, но интересно. А, как бы, если вся эта история сработает, это, конечно, как бы феноменальный кейс. Если не сработает, то Мы попытались. Да, то если не да, по- только вы как если минимум не- попытались, да. Мы да? как минимум Но попытались. здесь есть, знаешь, вот есть такая вот вещь, что у нас есть вот Мани, которые с самого начала, Да. уже с самого начала запуска уже участвовали, и в самом начале, так как было меньше GPU, как работает майнинг в биткоине? Чем Каждый... больше GPU, вот эти Ну, копеечки делятся на да, всех. понятно. Вот, например, в 2010 Копеечки, году монеточки. в биткоин-сети было 1500 GPU. Мгм, Каждый заработал 1000 биткоинов за год. мгм. То есть сейчас 1000 биткоинов за год. Ты но просто представь себе эту сумму но тогда сейчас. эти деньги там, Not bad. вот да. Life-changing. И в этом плане вот у нас 100 миллионов, да, сейчас по да, текущему? у нас месяц назад вот себестоимость замайнить одну монетку месяц назад было 20 центов. Сейчас, Сейчас нет, 2 10. цента. Сейчас 10 центов. Мгм. И 20 те центов, люди, сейчас которые 10 центов. участвовали месяц назад, они такие, как бы, это изменение, оно За очень месяц. заметное. И в этом плане мы думаем, что чем больше людей как раз увидят в этом альтернативу, и сначала будет маленькое количество, сначала будут верующие. Вот сейчас в- маленькое количество. Причем сейчас это маленькое количество будет в большей степени люди, которые верят в... или хотели бы, чтобы это будущее случилось, и арендуют GPU, чтобы на них поставить ноду и подключить к сети. Мгм. А будущее, конечно, будет выглядеть не так. Будущее будет выглядеть 10 тысяч Специализированные профессиональных чипы. дата-центров, специализированные чипы, как бы доступ к ним на годы вперед, покупка их на миллиарды долларов. Вот как будет выглядеть будущее. Точно так же, как оно выглядело в биточке. Там сначала были эти 1500 GPU, чтобы ты мог свой домашний компьютер подключить и заработать майнить, значит? 1000 биткоинов. А А теперь уже через 3 года оно все уже было в специализированных чипах, которые нельзя просто так купить, которые требуют А сейчас определенных... знаешь, как в основном биточек работает? Э, Эти большие компании уже даже не для себя майнят. Они уже заранее предпродали все эти Ну, монеты понятно, конечно, понятно. тем, кто верит в рост монетки. Да-да-да. И для них, для самих, окей, они берут себе маржинальность там какой-то типа 5%, а все остальное, как бы, эти все монеты уже предпродали. И во многом, подумать, для больших фондов, которые вот сейчас, типа, большие пенсионные фонды в Америке входят в биткоин, это как бы для больших инвесторов, для них самый простой способ войти на, не знаю, на $500 000 это не столько купить, ну, потому что, во-первых, пойди еще купить $500 000 Мгм. форсов биткоин с рынка, как бы супер операция. Это пойти к такому майнеру и выкупить все, что он делает следующие там несколько месяцев. И просто вот это рынок уже вообще другой. Не я поставил дома свою машинку, а кто угодно на рынке платит вперед за этот майнинг, большие компании майнят. Мгм. Это как вот платить за экскавацию золота, предоплачивать.
Услышал. У меня вопрос, знаете, невольно возникает. Мы с вами в прошлом выпуске обсуждали, собственно, то, чем вы занимаетесь. На тот момент вы рассказывали про свой фонд, про там инвестиции в людей и так далее, и так далее, и так далее. Соответственно, насколько я понимаю, вы очень плотно были сфокусированы на этом в последнее время. Собственно, что происходит вообще в остальных компаниях? Я просто, например, зашел там на сайт, посмотрел, я увидел, что у вас не добавилось количество людей, в которых вы проинвестировали, да? Соответственно, вот давайте такой срез, апдейт спустя 1,5 года, что происходит по остальным проектам. Плюс я, насколько я вот помню, у вас еще есть там маркетинговая компания какая-то, это как агентство, плюс у вас есть компания, которая занимается условным там биотехом, да? Вот, собственно, что там везде происходит? Смотри, у нас вот наша компания, которая представляет наше будущее, Libermans. Libermans.co, да, вот идея инвестиций из будущего началась с того, что мы это сделали с собой. И мы сделали это у холдинговой компании. У нее есть в действительности ряд проектов. И часть из них была очень публичная, да, мы о них много публично говорили, как о нашем фонде, который инвестировал в людей. Часть была очень непубличная. Вот наша Да, компания, которая занимается оптимизацией приложений да, Product больших Science, да. корпораций. Ну, Ну, мы что о них выступали на говорить, конференциях, да. но как бы на профессиональных Да, это, конференциях там это больше, это больше весь наш маркетинг был направлен на узко. продажи Понятно, большим да, окей. корпорациям. Мы о нем просто очень мало говорили. А, И в этом плане, что какой апдейт, вот я думаю, что тогда, когда мы встречались, наша вот эта холдинговая компания, которая представляла будущее, тогда еще имела 200 миллионов оценку, Мгм. потом мы сделали еще один раунд, где оценились в 400 миллионов, вот, привлекли больше инвестиций со стороны ам, очень известных имен венчурном рынке. Я не уверен, что аудитория с ними всеми Они у вас знакома. на сайте висят. Да-да. Вот. И мы продолжили инвестиции в людей. Это фонд. И как фонд у него Есть цикл. цикл в... Вот ты поднял деньги, Да. аллоцировал деньги, и И жди 8 лет, когда у тебя будут экзиты. вот у нас очень хороших успехов достигли те фаундеры, в которых мы Люди, в вложили. которых мы вложили, я Вот, и основная сейчас как бы стадия этого проекта в том, чтобы довести это все до экзитов, ну, Мгм. как вот с фондом, довести до того, Да. что мы сможем в итоге реализовать вот эту долю в будущем этих фаундеров, которые мы купили, реализовать за значительно большие деньги, То есть, чем условно говоря, инвестировали. идея как бы перепродать доли в Да, да, поэтому, людях. ну, еще раз, как инвесторы, да, это же инвестиционный проект. Нет, я понимаю. То есть, Да. условно, ваша идея не в том, чтобы получать с этих фаундеров дивиденды, а в том, чтобы перепродать их в будущее другим фондам. И Для так, и того, так. чтобы показать Показать, мощность что этой модель модели. работает, Да, что модель чтобы работает. показать, потому что дивиденды мы получаем, да, С некоторых получаем, да. но дивиденды, как ты знаешь, они всегда это очень маленькая часть стоимости Ну, понятно, да, компании. да, да. В этом смысле, как бы, мы терпеливо ждем развития рынка. Мгм. И вот сейчас буквально на той неделе на нас в очередной раз кто-то вышел. Это, кажется, были люди Питера Диамандиса. Не знаю, знаешь, Не не знаю, знаешь, кто это. это создатель Singularity Это знаю. University. Это знаю, Вот да. он сейчас имеет тоже один из самых таких мощных подкастов Очень по специализированный. Не технологии про очень большой, будущее. Да, но да, очень... да, я видал. Вот. Люди знают. И они сейчас запускают новый проект, где они хотят использовать эту модель и, соответственно, запартнериться с нами Мгм. с точки зрения использования этой модели. А идея того, что эта Идея инвестиция живет. лучше, она как раз Идея живет, мы развивается. ее продолжаем развивать. Мы выступаем, вот, не знаю, в начале года выступали в Еле перед студентами. Мы продолжаем реагировать, Вот, продолжаем и- держать руку на пульсе. Но у фонда его цикл порядка 7-8 лет. Я понял, как и у И- любого другого фонда. Да. Все, я понял. То есть у вас нет идеи в том, чтобы проинвестировать там еще в 100 человек. Была бы, если бы если бы мы показали, как только мы покажем Вам нужен результат, трек-рекорд, да? нам нужен трек-рекорд. Да, Знаешь, так как работает с фондами, что ты Делаешь делаешь первый первый, фонд. потом делаешь второй, а Я- потом уже это Я понимаю, миллиардные деньги. классическая модель. Все, я понимаю. То есть вам, Мы в условно, долгую. нужен трекшн, нужны какие-то реальные экзиты для того, чтобы, условно, открывать новый фонд и привлекать в него деньги. мы играем в долгую здесь. Поэтому как бы мы очень терпеливо ждем и продолжаем эту тему двигать. В мире AI это будет еще более важно. Наша биотек-компания там еще более долгосрочная. Мы используем открытия, которые сделали наши родители, Да, да, да. потому как 70-х, работают 80-х вычисления внутри клеток. клеток, внутри нейронов. И
готовим всю технологическую базу для того, чтобы строить вот квантовые компьютеры будущего по этому принципу. Подожди, сначала, чтобы делать эксперименты, сначала мы М, ва- готовимся долго к тому, чтобы продумать и понять, какие эксперименты делать, потому что они будут дорогими, долгосрочными экспериментами. Квантовые компьютеры уже, ну, я думаю, что практически нету людей, которые ГПУ. понимают, что это сработает. Да, это уже Ж- как бы совсем очевидно, что это будущее вычислений, Мгм. но все понимают, что это за пределами там 20 лет от сейчас. В смысле, Ам, вперед. Да, 20 лет. Ага. да, Слушай, а вот, кстати, прости, я тебя перебью. По поводу квантовых компьютеров, вообще в целом относительно того же самого крипторынка и биткоина, да, один из таких ключевых рисков, назовем это так, это появление квантового компьютера, который может расшифровать это. Но, насколько я понимаю, я, честно сказать, не глубоко погружался в эту тему, что в целом технологически устройство такое, что даже если мы придем, ну или когда мы придем к квантовому компьютеру, то это не будет так, мы проснулись, и он завтра есть. То есть это будет степ-бай-степ, и на каждом этом степе как бы технологии будут меняться, уровни шифрования будут дополняться, и к тому моменту, как появится сам компьютер, уже и сама модель шифрования полностью Смотри, поменяется, да? более того, с биточком может быть... нет, более того, биткоин, вот это всем кажется, что это такой монолит, не Да. меняющийся. Но код биткоина Вот, я про то же. менялся. Вот, я про то Он же, что просто он, условно, требует... к этому Да, моменту поменяется уже да, 10 раз, конечно, и что это конечно. будет модель адаптированная. Конечно. Да. И прошлое же там ты не можешь, ты не сможешь изменить прошлое за В счет того, смысле, что ты расшифруешь. Ledger останется. Он будет уже записан, и все будут его понимать. Единственное, что как бы... Но что ключи шифрования, что меняется, безусловно, что... изменятся. Да. И, то есть, Что кто-то например... может зайти в твой аккаунт, условно. Вот это а, угроза квантового Да. компьютера или биткоина в этом. Я именно и говорю, что условно кто-то сможет условно расшифровать, Перебрать. да, расшифровать, перебором сделать, но я так понимаю, это поменяется поменяется, тоже. То есть конечно. после Да, модель да. полностью адаптируется, все. Как работают вот эти распределенные сети, там в действительности адаптация происходит не сразу, потому что нет одного сервера, который ты Ну да, обновил, и да, все. да. Но как только собирается консенсус между всеми участниками, что нужно произвести обновление, эти обновления происходят. В Да. биткоине обновления происходили совсем год назад, ввели Мультисим. дополнительный тип шифрования для того, чтобы делать такие совместные подписи. Мгм. Этой функции не было в биткоине в начале. То есть как только есть очень четкое доказательство, что такое обновление необходимо, Мгм. Оно комьюнити его происходит. делает. Сообщество его принимает. Поэтому это в действительности, ты прав, что это скорее байка, что квантовые компьютеры это в момент все изменит. Что в действительности произойдет, это то, что вот ты сегодня ведешь переписку, и ты надеешься, что ее никто не прочитает. А я прочитаю. А ее прочитает. То есть любой Нет, человек... давай так, Да. ты неправильно сказал. Ты надеешься, что ее не прочитают, а ее читают. Вот Не, так. даже если сегодня ее не могут прочитать, если ты хорошо шифруешься, ее не могут прочитать. Но даже но когда ты шифруешься, ты все равно же можно Они все равно записывают это все. Да, весь конечно, я трафик, понимаю, зашифрованный, конечно. и где-то Нет, его держать. знаете, у меня на этот счет нет никаких иллюзий Э. вообще на тему того, что все, что мы обсуждаем, переписываем, это все будет когда-то Да, прочитано. оно точно, потому что оно сегодня записывается, Конечно. а значит, в будущем будет прочитано. А биткоин в безопасности, он точно будет обновлен. Есть уже квантовый резистанс шифрования. Просто его сейчас Алгоритмы. обновлять Нет нет смысла. Нет смысла, никакого смысла. потому что квантовый компьютер все-таки далеко от того, чтобы быть практически применимыми. Для биткоина тоже будет значить, что нужно будет менять хардвар. Да, Мгм. допустим. Но на секундочку, биткоин это как раз такая экосистема, в которой хардвар меняется очень быстро. Мгм. Как было сказано, если за 15 лет производительность увеличилась в 300 тысяч раз, ты Мгм. можешь просто попробовать представить себе, во сколько раз каждый год она менялась, и сколько лет уходит на то, чтобы твое текущее вот старое оборудование тратило электричество больше, чем стоит биткоин, который ты на него произвел. Мгм. Понимаешь, да? Ну, понятно. И ты вылетаешь. Поэтому ты выкидываешь это старое оборудование и ставишь вместо него новое оборудование. Каждый, кто задается вопросом, а что мне делать со старым оборудованием биткоина? Выкинуть. Ну, как бы и те, кто понимает, как этот рынок работает, они в это вошли осознанно. Они знают, как это работает. Поэтому, когда нужно будет и оборудование изменить для квантового защищенного шифрования, изменится
не составит никакого труда. Ага. Да. Окей. Еще одна тема, смотрите, давайте в продолжение. Мы с вами в прошлый раз, когда записывались, мы обсуждали вообще проблемы в экономике, да, и вот это мы обсуждали модель, проблемы пенсионных фондов, то, что молодые не получают денег, у них нет мотивации открывать компании, и вот эту вот всю историю. Это сейчас еще сильнее усугубляется. Это уже еще Да, сильнее то есть усугубляется, а с AI еще сильнее. Вот, я ровно к этому и клоню. То есть с того момента прошло 1,5 года, эта штука еще сильнее как бы культивируется, и при этом у нас есть вот эта вот угроза искусственного интеллекта, так называемая. Вот смотрите, значит, здесь вот тоже хочется попытаться разобраться в том, в какую плоскость мы все-таки эту всю историю развернем. То есть идея того, что наступит вот эта вот точка сингулярности, где ИИ станет как минимум такой же умный, как мы, а возможно даже еще умнее. Ну, то есть, как только произойдет эта точка, он начнет стремительно, да, там, ускорение в развитии. Вот. И мы с вами также говорили про растущую безработицу, которая только будет расти и так далее, и так далее, и так далее, потому что людям нет как бы выгоды в том, чтобы что-то делать и идти куда-то работать. Вот в текущей парадигме мира безработица будет расти еще сильнее. Стартап в Сан-Франциско, как это с автомобилями? Вейма, да. 10 миллионов человек. Вот. Бам! Просто моментально отлетает. И вот я пытался... моментально, за пару лет 10 миллионов человек Это моментально, в наше время моментально, за пару лет. Значит, и как бы понятное дело, что если мы вернемся, как бы такой сделаем экскурс в историю, то мы увидим, что когда происходила, например, технологическая революция и происходили какие-то вещи, то в целом, да, там, человек на станке, он больше не нужен. И миллионы людей оставались без работы, приходили автоматизированные станки, но эти люди шли учиться ремонтировать эти станки, там, я не знаю, или там программировать программы для того, чтобы управлять этими станками и еще чем-то. Вот в текущей парадигме, когда ИИ все-таки создаст гигантскую потенциально безработицу, куда будут конвертироваться, на ваш взгляд, вообще эти люди? А давай попробуем просто нарисовать. Ты хочешь другой ответ дать? Или что? Давай. Там У вас, я правильно понимаю, что вы как-то синхронизируетесь, да, там мозгу, что ты уже прочитал, какой ответ хочет дать он. Я услышал его и понял, что он... Есть две точки. И очень все зависит от вот того, с какой скоростью AI будет развиваться. Никто не знает ответ на этот вопрос, поэтому нужно разобрать два сценария. И в обоих сценариях вот то, что мы говорим, сыграет ключевую роль в том, это плохо очень будет для всех или классно? Одна — это то, что AI развивается не так быстро, не моментально. Условно, AI, десятилетия. 20 лет развивается. И он резко увеличивает производительность каждого человека, который может себе позволить его использовать. И в этом мире, вот вопрос в том, имеешь ли ты доступ к AI, можешь ли ты его себе позволить, будет определять, твое есть у тебя работа или есть нет. работа или нет работы. Ты бомж или... Вот. И в таком мире, опять же, очень большой риск, что этот инструмент будет в небольших количествах рук, он будет даваться как пропорционально твоему социальному рейтингу, или еще чему-то. И в этом плане, вот, например, программист, у которого есть этот доступ к AI, и программист, у которого нет доступа к этой AI. И вы просто уже в двух разных лигах. В двух разных лигах ты просто второй не можешь контролировать. Это легко оправдать. Ну, представь себе, если это настолько опасно, что человек с этой штукой может напрограммировать все, что угодно за день, то как бы людям будут по лицензии выдавать доступ к этой штуке. Имеешь ты право к ней доступ? Или ты вообще социально обезопасен для общества, чтобы тебе давали доступ к той штуке, которая может запрограммировать операционную систему новую за день, или нет? На самом деле, хорошо представить себе это будущее. И хорошо бы все-таки представить себе не то сумасшедшее будущее, в котором этот сверхинтеллект, который вообще все, он уже может поработить все человечество, а просто себе представить будущее, в котором есть искусственный интеллект, это суперинтеллект, у которого, может быть, все еще нету своего собственного воли, да, он просто выполняет, что ты говоришь, как чат GPT. Ты ему написал, делай это, и он делает. И он как волшебная палочка может сделать все. Ну, то есть у него есть все знание человечества, способность рационально мыслить, а добавь туда еще и ручки робота, с помощью которого он может сделать физически все, что угодно. С любой уровнем precision, точности. Может быть, тот, который может делать хирургическую операцию на глаз, будет стоить 1 000 000, но тот, который будет способен налить мне в стакан воды, будет стоить
10 тысяч баксов. А может быть еще меньше. А может и Потому что 5. сейчас количество конкурентов, которые их производят, оно просто катастрофически У нас большое. есть друзья наши, которые уже лет, сколько, чтобы не соврать, 15 работают над роботами. Просто это было очень рано. У меня есть товарищ тоже, который делал, может, знаете, Тёму Соколова, который Тёма гуманоид Соколов. делает, Тёма да. Соколов за 7 месяцев Да, сделал они сделали работающего. реальные прототипы Да, рабочие. да, работающий прототип за 7 месяцев. Вот скорость текущая, которая... Да. Так вот эти наши друзья делали роботов очень давно, это было слишком рано. Поэтому у них было несколько волн, попыток. Проиграли, еще раз, пошли работать на кого-то, вернулись. Вот сейчас у него есть базы данных, там 500 компаний, производящих роботов. В Мгм. его собственной базе данных. Конкуренция будет безумная. Так вот, Она будет безумная, если мозги этих систем AI. будут А. одинаково доступны. Да, а если мозги будут у А если лимитированного мозги будут количества open компаний... представь себе, у тебя то- все делают телефоны. Все делают Да. телефоны. Но интернет доступен только Apple. Да. Кто выиграет этот рынок? А, Apple. Вот. А теперь, если интернет доступен всем, то все будут продавать. В этом Эти- разница этих двух будущих. Да. Вроде бы одно и то же. Происходит этот AI, который может делать все, но в одном мире он может делать все, и он всем одинаково доступен, Да. и тогда вот эта безработица, Я- вот эти опишись. потрясения, они будут... Надо произнести этот мир. Если робот стоит $5000, то в этом мире, в сегодняшнем мире, есть миллиард человек, минимум миллиард человек, Которые могут себе которые позволить. могут себе позволить. Вот прямо сейчас пойти его и купить. То есть, условно говоря, а я просто-напросто прихожу домой и не трачу время на то, чтобы готовить еду. Я сказал, приготовь мне омлет. Забудь про еду. Да. Он идет за тебя работать на завод. А, ну. Это твой робот. Это твой робот. Он Да. за тебя идет регулировать перекресток. Он за тебя идет собаку выгуливать. Он за тебя... Вот представь себе, что он работает 24 часа. Окей, хорошо, не 24, 20 часов. 4 заряжается. Да. Вот он 4 заряжается, и там maintenance какой-то, что его другой робот починит в этот момент. Другой робот его починит в этот момент. 20 часов он работает. Дели его условно по секторам. На треть, условно. Там 7 часов он у тебя дома работает, делает все для твоего дома. 7 часов он вместо тебя работает на твоей работе. И другие 7 часов он в общественных целях работает как некоторая кооперационная вещь, типа дороги строит, заводы строит, электричество прокладывает. То, о чем ты сейчас говоришь, оно вот безработицу как бы... Оно меняет суть безработицы. У тебя появляется не- отсутствие необходимости У тебя появляется работать. отсутствие да. необходимости, потому что твой робот работает на Да, тебя. да, Но да. эта версия, она только в случае, Если у всех если равный мозги не доступ, да, контролируют. да, да, Если мозги контролируют, то выглядит не так. Если Тогда у тебя этот от Гугла робот, Делает всё у который тебя тебе дома. делает только если он ты... стоит $1 000 000, условно. Не, он не стоит Не, миллион долларов, тебе даже он не его продают в его. аренду тебе его сдают А. и вытягивают у тебя столько денег, сколько ты готов за него заплатить. То есть все. Понимаешь, вот это вот интересно, вот есть сейчас несколько моделей с самоуправляемыми машинами. Мгм. Есть Waymo. Да. Там ты не можешь вообще купить. Ничего. Ты Все только Google Поставлен принадлежит. под ренту, и там очень понятный путь. Они сейчас убьют Uber, Lyft и все остальные компании, И могут назначать любую а цену. дальше будут назначать любую цену, которая только дозволена. Я, простите, запомню мысль, но вот Uber, у них же была идея, что они станут прибыльными только тогда, когда появятся. Но их просто не будет. Их Просто не будет, смоют. потому не что у них нет самоуправляемых Да, машин. они так не смогли построить, да, и, соответственно, их просто смоют. Они не смогли построить. Почему? Потому что Google их засудил. Из-за того, что якобы там у них появились файлы из гугловских, хотя там как бы из файлов доказанных была типа презентация с weekly митинга, на которой ничего не было по технологии, собственно говоря. Но Google их засудил и заставил их перестать этим заниматься. И В итоге сам, это же Да. они же владеют вот этим Waymo, Waymo, да. да. В да, это- итоге вот есть сами вот есть модель Google. Waymo, а есть как бы альтернатива от Илона Маска. Он рассказывает вроде бы ту же самую историю, которую рассказывает Даня, что У каждая каждого дома машина, будет машина которая своя, будет управляться вот этой сетью, роботакси. и которая за тебя будет зарабатывать. Так. Единственное, что он не упоминает, что ты не владеешь этим AI. Даже тогда, когда ты покупаешь следующую машину, ты не можешь этот AI Перенести перенести на предыдущую, новую да. машину. То есть как только твоя машина устаревает, то все, они не будут продавать машины, они будут только их В аренду сдавать в сдавать. аренду. И в этом просто плане он собирать сейчас ренту. его даже говорит, что роботакси будут отдельными. А у него 2-триллионный проект на то, чтобы на Марс лететь. Поэтому он будет себя абсолютно чувствовать хорошо. Ради человечества я беру с человечества всю плату за таксоизвоз, который мне нужен, чтобы строить ракеты и лететь на Марс. То есть если у нас Все не будет... оправдано. Даже Цель оправдывает средства, да? даже морально оправдано. Вот, и если у тебя не будет Красиво. А теперь он еще и во власти.
Так что у него теперь все рычаги есть для этого. Все рычаги есть. Поэтому если не будет альтернативы, когда мозг этой системы — это open source, открытый код, который доступен всем, который вычисляется децентрализованной сетью, то тогда будущее вот такое. Тогда безработица в действительности имеет тот же самый смысл, как имеет сегодня. Так. А А если в он есть будущем, у в всех, котором у каждого есть робот, который способен произвести любую работу, это будущее, в котором даже если вдруг почему-то нам не платят, то мы в десятером собрались и построили все, что нам нужно самостоятельно. Потому что наши роботы за нас это сделают. Они знают, как быть врачом, как быть учителем, как построить дом, как приготовить еду. сама Они материя экономики другая. Я понимаю, но мне кажется, что, как и в любом глобальном изменении общества и экономики, это всегда будет вначале через пиковое, да, то есть вначале это будет как вот в сценарии, когда никому недоступно и так далее, и потом все будет постепенно Может проникать в быть. слои. Может быть, а может быть нет. Ну вот давайте предположим все-таки сценарий, когда это происходит вот так, как мы привыкли, что вначале никому недоступно, огромное расслоение общества, растущая безработица и так далее. Что, на ваш взгляд, в этот момент вообще будет происходить с людьми и с экономикой? Чем они вообще будут заниматься? Я думаю, что будет происходить, мы будем видеть немножко по-разному в разных странах. Ага. В Соединенных Штатах это все будет очень сильно прорегулировано, и вот этот доход этих компаний, Будет который шериться, как на будет, пособие будет идти. каким-то пособием Да, распределяться. окей. Но они будут заботиться только о гражданах США, Америки. а при этом вытягивать ресурсы из Всего остального всего мира. остального мира. Хотите И- на шее? Платите. А внутри США как бы Вот. тут у нас социализм. И действительности в этом плане, поэтому, когда мы летаем по миру и встречаемся с AI-министрами разных стран, они все это понимают. Они все понимают, что это вопрос суверенитета. Если у них нету этого ресурса, то что будет через 10 лет? Но это вообще на оборону как бы влияет тоже очень Ну, это сильно, на потому всё. что если у тебя появляются всё. роботы, условно, а у другой страны их нет, вопрос закрыт. Вот. Вопрос закрыт. И в Дроны, этом роботы, все, как бы это все. AI определяет в суть суверенитета. если не возникнет альтернативы, то будут в странах, в которых распределиться. Это благо каким-то образом распределиться. В целом в Америке и сегодня пособия достаточно высокие по безработице. Вот когда Да-да-да. всех посадили на ковид, 10 с лишним тысяч а, платили, по-моему, да, да? там И это просто, сумасшедшее там вообще. просто сумасшедшие деньги платили. Люди столько не зарабатывали. Да. Я же, по-моему, рассказывал даже в тот раз, у меня у ребят в Нью-Йорке большая компания, которая занимается условный кейтеринг, и так далее. Все большие мероприятия делают. У них там 1000 людей. И люди после ковида просто сказали: не, я больше не хочу работать, у меня как бы пособие больше, чем я зарабатывал у вас, как Да. бы. И там был огромный кадровый голод после этого. Вот, и до сих пор еще от него эффект остается. Шлейф. Поэтому будут страны, в которых это все будет не так грустно. Будут страны, где пенсионные фонды инвестировали в OpenAI, XAI. Значит, вот, Мы например, такие страны мы знаем. да, даже какие-нибудь Саудовская Аравия или Эмираты, они же как Да, раз очень да, много да. инвестируют. Они понимают, что нефть-то заканчивается, а вот это, наоборот, останется, и надеются через вот эту инвестицию как раз Получить получить доступ. обратно в этот фонд себе деньги и распределить между своими гражданами. Ну, будут страны, в которых будут значительные Ну как, значительные поездить по потрясения. Африке, люди там до сих пор этими самыми граблями добывают себе еду. И И одна машина на 10 деревень. И это может выглядеть, на самом деле, так же, как выглядело м, в прошлые периоды, Да. вот эти потрясения, и будет достаточно... ам, Ну, людям будет очень сложно адаптироваться. Люди, на самом деле, же с такой скоростью вот этого Никогда? изменения Никогда не не сталкивались. сталкивались. И поэтому им даже будет Ну, то есть сложно представь себе, провести мое аналогию. как бы я могу себе представить очень легко, так провести всю цепочку, как это может происходить с регуляциями, с ограничениями и так далее, что через 30 лет от сейчас может быть произведено по роботу на каждого человека на планете Земля. Мгм. То есть, Это сложно представить. ну Это нет. непонятно, как это... Посмотри, сколько времени прошло, как iPhone вышел. Не-не, я не об этом. Я к тому, что сложно представить, как будет в этот момент выглядеть мир. Да, Да, то есть абсолютно то, что сложно. произведут, То, что это произведут, представить можете, можно. да, То есть вот. это в целом А вот как... как будет выглядеть этот мир, очень Да, сложно да. представить. А я как бы ту картинку, которую мы рисуем, что в присутствии выбора того, что мы начинаем ставить ставку на децентрализацию и open source, Да. это совсем другой мир. Это мир, в котором как бы главной проблемой человечества будет смысл жизни. Выбор. Выбор, что Выбор. делать. Выбор. А что я хочу, чтобы мой робот сделал мне сегодня еще? Хм. Сложный философский вопрос, потому что если, опять же, мы с вами
возьмем, мы можем прям достаточно глубоко копнуть в историю. Понятное дело, что именно такого технологического прогресса там, скорее всего, не было, да, по крайней мере, то, что нам известно. И вот такого прям сдвига не было. Но если просто взглянуть вот на устройство психики людей, да, людей у власти в том числе, государств как таковых, то они всегда вот за как раз другой исход, за власть в одних руках, за тотальную доминацию и так далее, и так далее, и так далее. И вот вашу модель, в которой вот все будет у всех равномерно open source, и люди будут думать о смысле жизни, честно сказать, мне очень сложно поверить пока что и представить, потому что это противоречит тому, как устроен мир. Саш, Стой. ну смотри, в чем штука. Вся штука сейчас заключается в том, что все они и есть аутсайдеры в этом смысле. То есть мы говорим о том, что у нас есть США и Китай, Да. которые, Китай может быть, да, Ну все, да. А у остальных не остается выбора. а у остальных не Ну остается да, выбора. То есть они... это меняет правила игры. Это вообще меняет правила Да, игры. да, да. Они все будут за то, чтобы мы случились. Будут всеми Да, руками то и есть, ногами понимаешь, поддерживать, чтобы понимаешь, это ты случилось. говоришь- Я даже не только про вас, я вообще про в целом про идею. Я даже не про... идею Помимо вас, децентрализации. может еще 100 человек быть, которые попытаются создать. Я просто Да. про то, что именно это меняет ход истории, назовем Абсолютно. это так. И Абсолютно. есть уже примеры. В конце 90-х годов все сервера В мире. управлялись различными частными операционными системами. Это были Microsoft, Sun Microsystems, Ну, Oracle. ты имеешь в виду до того момента, как персональный компьютер появился в каждом доме. Не, условно. подожди. Нет, я Когда имею в виду- персональный компьютер появился в каждом доме уже к 2001 году, Так. все, мы же 2000 год, Ага. 2001 год, уже есть у всех, уже Так. биткоин как бы вот-вот будет. Почему? Потому что Сатоши посчитал, что у всех достаточно частных компьютеров, чтобы общее количество частных компьютеров было больше, чем общее количество корпоративных Вот компьютеров. это все контролировалось корпорациями. Но и в 2001 году Linux все еще был меньше 1% От рынка от серверов. рынка серверов. Так. А Сейчас сегодня 75. 75%. То есть, на самом деле, мы уже имеем в истории И это не просто как бы Linux, непонятно людям, что такое Linux. Все... Android-телефоны. Все... Что? все Android-телефоны. это Все Android-телефоны — это Linux. Но я хотел сказать другое. Все протоколы, по которым работает интернет, все протоколы, по которым работает веб вообще, Мгм. языки, сервера, веб-сервера, почтовые сервера, все это open source. Он настолько победил именно из-за того, что у людей тогда появился, у очень маленькой группы людей. В 91 году Линус Торвальдс, который пришел к этой идее, что нужна альтернатива закрытым операционным системам, и решил собрать группу энтузиастов, чтобы написать Linux, себе сложно сейчас представить, что на самом деле тогда была точно такая ситуация. 5 корпораций Америки контролировали все сервера мира, и все домашние компьютеры, все были на них. А сейчас 90% всех телефонов на open source Linux. Мгм. 75% всех серверов, которыми мы пользуемся, на open source Linux. Весь интернет — это open source. Кто-то мог бы сказать, ну и что, сейчас это все корпорациями поддерживается. Все, значит, Не, ну этих корпораций очень много, и как бы они в это разных всё ещё странах, децентрализация. понятно, да. но произошло второе изменение. Почему, например, Cloud, почему мы сейчас говорим, будет Cloud GPU Мгм. для того, чтобы поддержать AI? Почему же тогда Cloud, текущие Cloud вычисления не стали тоже децентрализованными? Потому что на самом деле не было фреймворка биткоина. Мгм. Cloud, Amazon, Google, GCP, Azure, Microsoft — это начало, это 2008 год. Вот это вот этому начало заложено. То есть Мгм. у открытого кода было вот это энтузиасты, но там не было модели, Того, которая как это позволяла реализовать, я нам понимаю, да. заработать, финансировать вот финансировать эту инфраструктуру, физический хардвер финансировать. А Слушайте, биткоин появился параллельно с клаудом. И за время клауда, ага. за время развития клауда, биткоин построил инфраструктуру большего размера, чем клауд. Просто для какой-то Монетка. непонятной монетки, которая раньше была непонятна, а теперь стала 10% золота. Смотрите, погодите, у меня вопрос возникает. А чисто технически, почему нельзя на мощности биткоина натянуть условный ИИ? Так и будет. Там, Просто медленно не, смещаться. да, нет, там Но только железки сейчас нужно будет железо, вытащить. оно не подходит для То есть вычислений. текущее железо не Не подходит. подходит. Ну, подожди, что такое железо? Что такое железо? Да, Ну, чип. подожди.
здания построены. Это Нет, я железо. понимаю, конечно, Оно нет, я Здания можно переиспользовать. построены, электростанции Нет, я построены понимаю, что это электростанции. огромная Это инфраструктура. огромная инфраструктура, только чипы там сменяются раз в пару лет. И вот следующая смена за следующие пару лет, она приведет к тому, что 10, 20, 30% мощностей и дата-центров биткоинов будет занято не биткоин-машинками, а AI-машинками. Это первое изменение, которое вот мы, например, сделали. То есть вот первая вещь, которую мы сделали в протоколе, это то, что в биткоин вычисление — это так называемая хэш-функция. Да, да. Неважно, понимают ли это наши слушатели, Суть но вот понятна. определенная функция. Она не похожа на вычисление, она Мгм. другая. И вычисления тоже все очень стандартизированы. Они Это все очень похожи на друг друга. Это Так просто называемые маточные трансформеры. перемножения. Это специфическая математика. Вот, и поэтому ты можешь, если ты построишь протокол, потому что оборудование, которое делает такое вычисление, выигрывает, то тогда там произойдет такая же инновация. Инновация. Это просто другие вычисления. Они немножко отличаются. Уже сейчас из тех людей, кто занимался раньше ASICs, это такие специализированные чипы, так Да-да, называются, конечно, ASICs, ASICs да. для биткоинов, уже среди них десятки компаний последний год-два работают над новыми архитектурами и дизайном трансформер ASICов. И некоторые из них, которые еще пока вот чип вот только выпускают, в следующем году выпустят чипы, делают bold утверждения, как по-русски bold Ну, сказать? типа твердое такое, Ну, да. такие жесткие Да. утверждения, что они от 10 до 80 раз эффективнее производят операции LLM, чем NVIDIA-ские топовые чипы. В 10-80 раз уже. И это и есть биткоин-скорость. Если в каждый год мы будем на 20% увеличивать, Мгм. это и будет 20 раз увеличивать. в 20 раз увеличивать, то это и будет 300 тысяч раз за 15 лет. Мгм. Как бы оно грядет. У А вот него эта просто... смена парадигмы, смена не ослабляет позиции биткоина? Ну, то, что... Смотри, мы думаем, что у биткоина есть своя роль. Вот это вот золото, ее нельзя подвинуть. Ну да, то есть Она, это база уже да, просто, это уже да. база. Даже константа. если биткоин сейчас, весь леджер биткоина сейчас просто перенести на другой блокчейн-консенсус, который не требует всего этого электричества, биткоин никуда не исчезнет. Мгм. Все, это уже золото. Но М, как бы тот факт, что где-то там на астероидах летает дохера золота, и мы уже скоро можем до него долететь, пока никак не обрушивает цену золота на планете Земля. Несмотря на то, что там больше золота, чем на всей планете Земля есть. Мгм. Где-то там. Точно есть. И мы даже уже увидели их в телескопах. И точно знаем, что долетим. Но это же не обрушивает сейчас. Мгм. Ну, понятно. Потому что это некоторая вера, scarcity в данный момент. Количество биткоинов не увеличится, даже если их переложить, условно, там, не знаю, на сеть Solana. Вот, то есть скорее то, что произойдет, это произойдет то, что появится другой протокол, который не претендует на то, чтобы быть золотом, а претендует на то, чтобы Чтоб быть другой вот рынок. этим вот а, топливом AI Мгм. будущего. И Это, этого может быть, будет не наш протокол. Может быть, будет не наш протокол. Но если мы посмотрим на все текущие альтернативы Да. нашему протоколу, то мы им всем посоветуем пересмотреть саму суть того, что они делают, на то, чтобы переформироваться на Proof of Work. потому что С вот Proof of Stake. биткоин, он был построен по вот этой модели. Чем больше Чем лучше работы твоя ты производишь, инфраструктура, тем А больше здесь ты нам выиграешь. непосредственно нужна инфраструктура. Да. Да, я А понимаю. все остальные сейчас проекты в там блокчейн самый известный — это области. BitTensor. Мгм. 60% всех монет BitTensor выпускаемых идут валидаторам и владельцам сабнетов. Там очень сложная структура, в ней черт ногу сломает. Вот, там пока он выигрывает устроит. тот, кто положил капитал, а не тот, Ну, кто понятно, стейкинг. дал лучшее Я оборудование. понимаю, И застейкал, в этом условно, да. плане они не приводят к вот этому циклу, когда имеет смысл увеличивать Обновлять оборудование, добавлять его, и понятно. Да. Я понимаю, конечно, разницу я очень четко И понимаю. в этом плане, да, есть уже существующие децентрализованные Крипто AI-проекты. проекты, но они все скорее такая мысль, такие интересные концептуальные проекты, но которые не могут запустить тот же самый маховик. У нас вот сейчас мы собираем группу, это будет уже такая третья поездка. Вот есть такая страна Бутан. Мгм. В ней На шаг назад к а, твоему вопросу. да, Илья. Да. в ней
Про участие Она государств. известна, мало кому известна, но она известна в криптоиндустрии, потому что Тем, это что... третья по величине страна Или пятая, третья. на майнище В смысле, принадлежность биточков. потому что они как раз увидели эту возможность, у них очень много Электричество, гидроэлектричества очень много было в стране, и они гидростанций. поняли, что как бы они зажатые между Китаем и Индией, им сложно продавать кому-либо, кроме как Китаю и Индии. Это бедные страны, которые у них это электричество по дешевке скупают, а можно это электричество продать биткоин-сообществу, майни биткоины. Они подписали договор с Битмейном, привезли к себе в Бутан Очень много вот этих вот битмейн-чипов, специализированных чипов. сделали на шару между друг другом, кому достаются биткоины, и с почти бесплатным огромным объемом электричества, гидроэлектричества, На порядка $3 миллиардов уже намайнили намайнили биткоинов. биткоинов. Для Прикольно. страны То есть- очень маленькой, Ну, с маленьким понятно, да, населением. да. Говорит о чем? Что государство на самом деле уже... Это не только Бутан, но как бы государства во всем мире уже просекли. Биткоин сделал свою главную задачу. Он образовал весь мир о том, как работает технологии децентрализованных блокчейнов. Вот, и мы там собираем, вот, соответственно, такую группу людей. Вот мы собирали ее в феврале на мой день рождения. Там он совпадает с днем рождения короля, И поэтому там мы была вместе праздновали. очень приятная компания, где мы привезли как раз силиконовых и Предпринимателей. предпринимателей, криптопредпринимателей, которые майнили биткоин для того, чтобы увидеть весь этот масштаб всех этих Мгм. гидроэлектростанций, того, что там строится. И там основной тоже предмет — это то, какой следующий этап этого процесса, когда это уже будут AI-вычисления. Мгм. И что должно произойти, как мы можем все сойтись на одном Протоколе. формате, на одном протоколе, который необходим для того, чтобы очень разрозненные И вот инноваторы могли... следующую свою кооперацию с Бутаном мы будем делать на то, чтобы собирать производителей будущих AI-чипов, ASIC-ов для трансформеров, на то, чтобы договариваться об этом протоколе. То есть государства уже на самом деле двигаются в этом направлении. Мгм. Незаметно, без паники. Некоторые уже с паникой, но в целом уже двигаются. И это будет, на самом деле, довольно интересная и красивая международная кооперация. Мгм. В какой-то момент Это как раз страны, у которых нет вариантов. страны, у которых нет вариантов. Да. И мы удивимся, что этих вариантов нету как бы у почти больших... У всех 190 стран, да. 190 стран, именно. И это будет случаться буквально сейчас. В следующие 2-5 лет этот сдвиг произойдет. Потому что одна последовательность. Ты сначала в действительности думаешь о том, у этого слишком маленькая вероятность, скорее больше вероятность у вот этого сценария, где все концентрировано. Но как только ты реально себе представляешь это будущее, Страшно становится так, что такое, ну ладно, очень я хотя бы хочется... чуть-чуть своих ресурсов отложу сюда. И этого достаточно. Вот это вот. А что мне мешает 1% своих Мгм. ресурсов отложить в эту штуку, и этот 1% это уже достаточно, чтобы рост пошел, после этого 2, 5, 10%, 20%. И альтернатива может случиться. Вот если очень коротко, 3 абзацами подытожить то, где мы с вами окажемся вот в перспективе, не знаю, сложно обозначить какой-то горизонт, в перспективе 5-10 лет, то вот что это, на ваш взгляд, за мир такой будет? Это будет мир одновременно больших потрясений, в плане того, что мир будет очень сильно меняться, и Десятки миллионов многие людей людей могут сильно пострадать будут Мгм. выпадать от того, из рынка. что они не смогут Адаптироваться вовремя. подстроиться. И одновременно это невероятная возможность для увеличения общего благосостояния. Мгм. Всего Не благосостояния небольшого количества людей, а благосостояния каждого из нас. Когда нам станут доступны Даже тех людей, которые... вещи, которые сегодня доступны только богатейшим миром. Даже те мире люди, сего. которые сегодня уже вне рынка, вообще они не могут в него вырваться, которые землю копают, и у них нет другой альтернативы. Даже для них этот мир вдруг станет тем миром, в котором они будут жить так же хорошо, как люди в развитых странах. Это немножко можно понять по телефонам.
Вот был какой-то момент, когда у богатых людей были какие-то отдельные Верту. телефоны, Vertu и так Верту, далее. да. С алмазиками А золотые. сейчас у них такой же телефон. Такой И же в целом iPhone. такой же, он не сильно отличается от андроида, который вот у Самый людей, дешевый. да, самый Да, да. дешевый андроида, который у людей в Индонезии, которые зарабатывают сильно меньше денег. Да. И то же самое AI будет с роботом может и AI. принести то же самое. Вот просто вот Когда он может принести то же самое, только робот и AI меняют твою способность зарабатывать, меняют твою способность выполнять создавать работу, вещи. создавать вещи, строить тебе твой собственный дом и так далее. А доступность будет, ну, как бы, да, у тебя, может быть, будет, у богатого человека у тебя будет робот за 100 000, и он может делать классные штуки очень precisely, очень точно. А у них А то у же них будет самое, то ну, же самое, но похуже, только за да. 5000 Ну, долларов, за понятно. один на деревню, но он будет делать им То так, же что самое, но не стильно. их жизнь будет На порядок радикально лучше, на чем порядок лучше, Да, чем да, сегодня. да. И, то есть вот есть эти две вещи, и а, у нас на самом деле опасения в то, что мир все равно, будущее, знаешь, как это говорится, будущее уже здесь, но оно неравномерно распределено. Потому что все равно это то, что мы рассказываем, будет неравномерно в начале, по крайней Распределено. мере, распределено. Где-то будут большие потрясения, а где-то мы будем видеть вот этот рост в странах, где люди будут больше об этом думать, Бутан и так далее. Да, уже на ранних этапах, на самом деле, будет сильно расти изобилие. Но одновременно, конечно, каждому из нас сегодня хотя бы 5% своего внимания нужно потратить на этот вопрос. А что, если идет мир, в котором AI может произвести все, что я могу произвести, Лучше. лучше? Класс. Короткий блиц, короткий вопрос, короткий ответ. Давайте по очереди. Если AI станет умнее человека, это будет победой или поражением? Победой, конечно же. Отлично. Если бы у тебя был доступ к будущему буквально на 10 минут, что бы первое ты там посмотрел? Я бы посмотрел, ну, в целом, как мы живем, куда далеко мы зашли, как Ага. далеко мы зашли. Вот сегодня я не представляю, что за нашу жизнь, если она не продлится, мы увидим звезды, галактики и так далее. Очень хочется посмотреть, когда все-таки человечество туда И дойдёт ли. пришло и дойдет ли. Поэтому обычно, когда меня спрашивают, в какой год в прошлом ты хотел бы переместиться, я Ещё говорю, в нет, я хочу в будущее. будущее, на 10 тысяч лет вперед, посмотреть, что там. Класс. А какое открытие последних 2 лет реально изменило твое мышление? Последних 2 лет. Да. Я столкнулся с компанией Camify, Мгм. а, и увидел, как AI, LLM повлияют на биохимию, химию, физику новых материалов. Э, AI вот прям буквально следующие 2 года изменит все. Новые лекарства, новые материалы, новые батарейки с безумной скоростью. Это все как бы, это уже все грядет. Это уже все случилось. Просто вопрос, к чему это будет успеет примениться в следующие 2 года. Но вот за предыдущие 2 года это случилось буквально. То есть ведущие, химические компании, ведущие, фармацевтические компании уже начали заказывать, свои новые молекулы у AI-компаний. Класс. Главный навык предпринимателя будущего? Ам, В целом, я думаю, что это и сегодня это главный навык. Это умение, а, Принимать ответственность. нет, умение Брать на себя ответственность. существовать в неопределенности. Мгм. Вот нам всем, на самом деле, очень неприятно существовать в неопределенности. Есть небольшое количество людей, которые, вне зависимости от того, что неприятно, это Терпят. делают. Ну, в смысле, Да, это как боль. У каких-то людей как бы они боль могут терпеть лучше других, Мгм. а другие могут терпеть, неопределенность, когда ты должен принять решение в обстоятельствах абсолютного непонимания. когда варианты вот этих событий настолько отличаются, и тебе при этом как-то надо в этом двигаться, Но это про ответственность. Как бы это кто-то должен будет принимать ответственность за принятие этих решений. Потому что как бы ты его принял в этой всей неопределенности, а если все плохо, то тебе досталось. Если все хорошо, тебе спасибо скажут, заработаешь, но если все плохо, то это как бы... как ты уже упоминал, ну вот, что нужно, как, м, как себя нужно позиционировать, как нужно думать, когда тебе приходят и предлагают $100 миллионов заплатить сейчас, а ты такой, ну можно же построить другое будущее для человечества. Это сложный Выбор. выбор. И я думаю, что вот умение существовать в этой неопределенности и идти в сценарии, которые очень невозможно предсказать,
как будут развиваться, это одна из самых важных частей предпринимательства. Класс. Спасибо вам большое. Мега интересно. Я не знаю, мне кажется, мы опять 2,5 часа с вами разговаривали. Тот разговор очень сильно на меня повлиял с точки зрения вообще восприятия действительности, каких-то собственных подходов. Этот тоже, я уверен, очень сильно повлияет, потому что то, что мы сегодня с вами обсуждали, это животрепещущее, это то, что, мне кажется, заботит сейчас многих, и в целом я и многие люди сегодня строят свое восприятие через призму того, как будет меняться мир. Это, наверное, самый главный вопрос, который у любого адекватного человека сейчас возникает. Так что спасибо вам большое. Я, как всегда, кайфанул, очень рад. Супер. Друзья, кто досмотрел нас до конца, если вам было полезно, если вам понравилось, обязательно подпишитесь на канал, воткните лайк. Самое важное, делитесь в комментариях своими выводами, идеями, инсайтами, которые вы сегодня почерпнули. Обменивайтесь. Это всегда интересно читать, смотреть. Спасибо вам большое, ребят. Все супер. Класс.